Вы в эфире, друзья мои, соратники. Всем привет. Мы в эфире. Меня, как всегда, зовут Максим, и вы, как всегда, на канале Moto Maximus. Наша с вами встреча 19:00, 1 октября 2021 года. Холодно, на улице холодно, я в эфире. Стандартные вопросы. Как меня видно, как меня слышно? Как меня видно, как меня слышно? Кто подключится, отзовитесь. Вот кто-то один уже с нами. Стандартный вопрос свой повторяю. Как видно, как слышно. Соратники, подключайтесь. Я вам честно признаюсь, я чуть не прозевал этот эфир. Вон специально я сегодня даже камеру развернул. Видите? Супер Тенери, что-то не то. Вон, передка у него нету. Отвалилось все. Сегодня вот весь день с ним ковырялся, ну полдня. Сейчас буду рассказывать обо всем. Так, Владимир Кириллин, видно, слышно, отлично. Владимир, привет. В общем, 19:00, давайте начинать. Недавно я вам закинул в сообщество тему, значит, о чем будем болтать на стриме, потому что кроме как поделиться своими переживаниями по поводу того, что на улице холодно и своими планами у меня особо даже не было никакой темы в голове. Ну вот Илья Сычев, как всегда, благодарю ему. Недавно, кстати, в гости приезжал, мы с ним виделись, задал такую интересную тему, которая как раз сейчас под стать. Это тема ремонта мотоциклов, запчастей, где берем запчасти и все остальное. Я вот по этому случаю даже, видите, специально для вас одел поло такую, мега-зип, видите? Но не подумайте, это я не работаю на них, ни в коем случае их не рекламирую, просто они мне прислали в подарок. Я все запчасти заказываю у них, ну, большинство запчастей заказываю у них, поэтому, ну, я ни в коем случае, повторюсь, их не рекламирую, просто буду говорить лично о своем опыте работы с ними. Так, всем привет. Так, немного правее от себя камеру. Правее от себя, правее. Куда? Вот так, что ли? Что вам, стенки мало? Я же говорю, я собирался в попыхах сегодня. Вот только что от мазута руки отмыл. Ну и то, честно вам говорю, не до конца отмыл. Сегодня разобрал передок на мотоцикле, менял подшипники рулевой. Вот сейчас уже стоят новые, запрессовал. Ну, сейчас по пути все расскажу. В общем, Илюха, значит, задал такую тему. Вон он, Илюха, кстати, здесь. Илюха, привет. А что тебе камера моя не нравится, Илья? Все нормально. Ну, если хотите, я могу камеру покрутить, если вам интересно ракурсы другие увидеть, проблем нету. Это, значит, у нас кто? Вот это. Это у нас Honda Goldwing моего товарища. Он вообще в этом году к этому мотоциклу не подходил. Он весь год простоял. На зимовку, как всегда, пригнал его мне. И у меня есть интересная идея насчет Honda Goldwing. Напомните мне, вам сегодня о ней рассказать. Я хочу вашего мнения, моих зрителей. Есть у меня один проект, который я думаю реализовать с этой Хондой. Вот будет вам интересно на это смотреть или нет, если я всю зиму буду этим заниматься. Сейчас расскажу, в чем суть. Так, Виктор, Макс, привет. И видно и слышно отлично, рад видеть. Виктор, тебя тоже рад видеть. Вот Илья, Виктор, это те люди уже, с которыми мы не просто онлайн, но и офлайн встречались, виделись. Так, пятница, прикапываюсь. Илюха, все, кончай. Рабочая неделя закончилась, давайте о нашем, о любимом, о мотоциклах. Вот, Илюха, взял я на вооружение твою тему, которую ты предложил, и сейчас, ну, как бы на примере Супер Тенери, ну, я думаю, общие темы, какая разница, по сути, что ты обслуживаешь. Ну, тем, у кого Супер Тенери будет вдвойне, это полезная информация. А тем, у кого другие мотоциклы и, возможно, тур-эндуро, эта информация будет, ну, к сведению тоже нужной. По сути, ну, подшипник другой, а применимо там и все остальное, и к вашим мотоциклам тоже. Поэтому, значит, давайте вот небольшое предисловие, что в ближайшее время я вам, мои соратники, планирую транслировать на канале. Будет, наверное, следующим большим проектом, который выйдет на канале, это будет все-таки мое путешествие на крайний север. Не секрет, что в этом году очень много на русский север, прошу прощения, на край света, на русский север. Не секрет, что в этом году куча вообще народу съездила на север и вообще везде, и на Кавказ очень много людей приехало, потому что границы закрыты, куда нам всем деваться. Вот. И много моих коллег по блогерскому цеху тоже уже повыкладывали видео, они даже позже меня поехали, уже выложили свои видео. Ну вот у меня, к сожалению, все как-то так.
я видео выкладываю через 3, через 4 месяца после того, как свершится событие. Некоторые быстро, ну, некоторые так. Ну, я думаю, это не принципиально, по сути, а принципиально момент в другом. Я еще почему так долго этот север готовлю, он будет немножечко в другом формате, нежели мои последние фильмы. Сейчас объясню, о чем я говорю. Последние фильмы о путешествиях были в таком контексте, что когда я путешествовал, я старался как можно больше писать себя и свой голос именно в путешествии, и потом все это собирал, и закадрового голоса было очень мало. Путешествие на край Земли и на север, оно эмоционально было другим, оно было, ну, вообще немножечко отличалось от всех других путешествий, и я хочу вам это передать. Ну, вот как бы, вот как я это пережил, я хочу вам это передать. И фильм про путешествие на край Земли, он будет, возможно, из 2-3 частей, но коротких, и он будет сделан в таком стиле, как сделан фильм, который набрал у меня на канале больше всего просмотров. У меня есть вот фильм про то, как я съездил в Европу. Я думаю, большинство из вас его смотрели. И вот там полностью закадровый голос и идет нарезка, соответственно, фото, видео того, что происходит, того, о чем я говорю. И я написал большой текст о путешествии на север. В основном он о дороге, о нюансах дороги, о фишках дороги и о моем восприятии тех или иных мест, людей и событий. Вот. Текст большой и получился интересный. Я старался писать его, ну, не как вот я говорю, о, привет, там, чик-чик, поехал, приехал, а я именно пытался его немножечко писать в художественном стиле, как повествование, как рассказ, со всякими сложными, порой депричастными оборотами. Я вот давал супруге почитать, она, если честно, его немножечко заругала, говорит, ты уж чересчур там в драматургию ударился, говорит, давай немножко проще. Ну, соответственно, вот я сейчас в отпуске, заканчивается мой отпуск с понедельника на работу, я в отпуске текст немного переработал, сделал его на самом деле немножко попроще. И вот фильм, я уже записал свой голос, и теперь мне осталось все это собрать, так что, ребят, вас ждет вот такой большой интересный фильм про север. Я планирую, ну, где-то через месяц, наверное, его выпустить. Так, значит, Виктория, так как на онлайн-встрече со мной у тебя времени нет, может, ты все-таки тут ответишь, мне уделишь 2 часа своего времени и пошли в кино завтра в 17:10. Так, это у меня супруга уже ворвалась в наш чат, бесцеремонно зовет меня в кино. Ну, давайте, Виктория Владимировна, мы сейчас закончим прямой эфир и будем с вами решать по поводу кино. В кино ходить надо, я не против. Так, значит, «Край света» вам рассказал, вот таким он будет. Если есть у кого-то предложения и пожелания по поводу формата этого фильма, давайте, пишите в чат, я постараюсь их учесть, но опять же говорю, вот такой формат я уже определенный ему задал. Вот. И зимой будет куча всяких технических обзоров, еще, потому что уже отснято видео о том, как я заменил здесь цепь ГРМ, отрегулировал клапана. Я мотался в Краснодар к своему товарищу, и мы за день, по сути, это все сделали на супертенере. Сегодня вот весь день я потратил на то, что я разобрал рулевую, поменял там подшипники. Сейчас по этому поводу расскажу чуть поподробнее, когда будем говорить про запчасти. И еще планируется у меня с этим мотоциклом, я переднее колесо планирую равнять, ну, немножечко диск там подровнять алюминиевый, спицами его подвытянуть, сделать ровно. Ну и датчики новые, давления, гарнитура новая, я вот сейчас ее тестирую. Lexin G4 FM. Кстати, у меня на прошлом прямом эфире кто-то спрашивал по поводу G4, вот этой FM, и говорил, что хочет ее купить. В общем, покупайте смело, она офигенная, и вот если коротко, она даже лучше, чем ET-ком, который у меня стоит. Она громче, у нее лучше звучание, чище, и у нее намного лучше и чище работает микрофон. Поэтому, когда вы с кем-то говорите по телефону, помех в разы меньше. Мы это тестировали. В общем, и на дальность, кстати, мы их проверили в режиме интеркома. Вот 2 Лексина, у меня супруга стояла там, а я от нее удалялся на мотоцикле. И, соответственно, ну где-то километр Лексины вообще без проблем. Мы друг друга слышали, и связь потерялась только когда я повернул, ну, заехал за здание, за сооружение, ну, где-то вот через километр. Я думаю, если вот прям при идеальных условиях, ну и больше километра она пробьет. Ну, по сути, такое расстояние и не нужно в путешествиях, если вы с кем-то едете и
общаетесь по коммуникации, по интеркому, но это расстояние 500-600 до километра, вы пока друг друга видите, вы с друг другом болтаете. Так, ну сегодня у нас не о гарнитурах тема пойдет, а вот как Илья и просил, давайте про запчасти и про вообще, где мы их берем, чего нам это все стоит и что будет дальше. Вообще непонятно, потому что вы видите, что творится с ценами. Я недавно понял, что, я не знаю, мы вообще скоро сможем себе позволить мотоциклы покупать и содержать или нет, но неизвестно. Но это извечная проблема, но сейчас не об этом. Ладно. В общем, смотрите, по поводу запчастей. Давайте начнем вот из самого далека. Я вот сегодня вывалил на стол тут у себя все запчасти, которые у меня есть, и попытался вот в памяти воскресить все, что я делал в супертенере. Что-то вы видели, о чем-то я говорил, но в любом случае сейчас чуть-чуть подробнее об этом, обо всем поговорим. Давайте, как мы с вами пойдем? С самого зарождения вопроса, как я его обслуживал, или же наоборот, от сегодняшнего дня, от замены подшипников в рулевой и в обратном направлении. Вы пока напишите, как вам интереснее, а я вам пока расскажу свою идею вот с этим вот голдвингом, вот жопку голдвинга вы видите чуть-чуть, вот она вот здесь вот. Вот. Ну, вы его видели, я выставлял вам фотографию в сообществе. Короче, суть какая? Это Goldwing, Honda Goldwing 1800, юбилейная 30-я серия. Соответственно, у него там везде шильдики, 30 лет, значит, модели этой, и шильдики, и эти, как они, когда ты приборку включаешь, там, значит, все это светится, все пишется, что 30 лет ему. Это мотоцикл моего друга, старшего товарища. До него на нем ездил человек тоже отсюда, со Ставропольского края, если не ошибаюсь. Он на нем хорошо попутешествовал. Он американский, насколько я понимаю, там все в милях, и я перевел на калькуляторе мили в километры, там что-то порядка почти под 100 тысяч подбирается пробег на этой Хонде, на Голдвинге, но она в шикарном состоянии. Она, возможно, конечно, уже технологически немножко подустарела, у нее там, ну, музыка старая, в общем, как бы стоит, там нету никаких там блютусов и всего остального, но, по сути, это обалденная вообще такая штуковина для путешествий, для езды. Мотор в идеале, внешний вид в идеале. Но из-за того, что мой вот старший товарищ на ней ездит мало, он ее любит, он на ней хочет ездить, ну, к сожалению, там то здоровье, то работа, у него не получается на ней ездить, и она в основном стоит. И вот раз в год на ней езжу, по-моему, я даже чаще, чем он в этом году. И, короче, я у него забрал, и у него там тормоза передние мне что-то не нравятся. Потом там, ну, я так думаю, надо разобрать, помыть суппорта, посмотреть, что с колодками, почистить все, жидкость поменять. Потом там с музыкой какие-то вопросы, там провода нужно подкрутить, подпаять, марафет навести. По пластику скрипы определенные есть. И, в общем, я что думаю? Я как бы к нему отношусь с большим уважением, к своему старшему товарищу, к этому. Я думаю сделать ему такой, знаете, как голдвинг на прокачку за зиму, в общем, потихонечку в тайне от него он все равно особо не приезжает, не проведывает его зимой. Потихонечку, значит, разобрать тормоза, посмотреть, какая ситуация, все там ему помыть, вычистить, потом, значит, проводочку подпаять, там навести марафет, скрипы по пластику убрать, какие-то детали, может быть, хромированные отполировать. В общем, сделать такой вот небольшой апгрейд, тюнинг его Goldwing. Ну, соответственно, получится неплохой такой проект, видеопроект. Типа, вот знаете, как там америкосы берут тачку на прокачку, а мы возьмем Goldwing, ничего ему не будем рассказывать и все это сделаем. Я почему так смело это говорю в прямом эфире, потому что он человек старшего поколения, он 100% не смотрит мои прямые эфиры. Я знаю, что он фильмы иногда мои смотрит, но и то, когда я ему ссылку дам. Вот, он, скорее всего, этого не слышит и не узнает, а мы ему сделаем по весне вот такой вот интересный сюрприз. В общем, что вы об этом думаете? Я как бы не про то, делать это или не делать. Я это, скорее всего, сделаю, потому что, ну, есть у меня желание привести этот мотоцикл немножечко в порядок. И даже разрешения его спрашивать не буду. Он 100% мне это разрешит. Я знаю, какие у нас с ним отношения. Я больше у вас спрашиваю, нужно ли об этом снять там один большой
ролик сделать или там серию роликов о том, как каждую деталь я там разбирал. В общем, есть ли здесь голдоводы и есть ли здесь люди, которым это, возможно, будет интересно. Андрей, привет. Василий Ефремов, привет. Всем привет, кто подключился. По поводу, в общем, голды рассказал свои идеи. Напишите, что думаете, будет вам это интересно или нет. И теперь давайте по поводу запчастей. Вот, кстати, Василий, я думаю, может быть, поделится еще тоже своим опытом по поводу приобретения, замены каких-то запчастей, потому что у него тоже есть на канале куча видео технических, где он там супертенере обслуживал. Василий, пока. Вот, кстати, нам из Германии привет. Привет в Германию тоже от нас. Василий, пока ты здесь, сегодня пролистал бегло твой ролик, когда ты заменял сальники на супертенере, на вилке. Но замена сальников меня не интересует. Я это делал уже, я знаю, как это делается. Вопрос масла. Что-то я вот сегодня копнулся в интернете посмотреть, сколько масла льется в перья супертенере, и что-то я каких-то 2 цифры нашел. А в одном источнике, значит, вроде как официальном там 498 миллилитров, ну, почти пол-литра, а в другом там 600 с чем-то. Ты сколько заливал? По-моему, 498, да? Так, да, хоть велосипед делай, в любом случае поддержим. Но из голды велосипед сделать будет сложно. Скорее всего, из него можно сделать какую-нибудь баллистическую ракету. Но окей, Илюх, хорошо, я услышал твое мнение. Василий, напиши, если помнишь, объем. Сколько ты? Ну, по-моему, 498 или там 488, что-то такое. Пол-литра, короче, в каждое перо. Потому что я сегодня разобрал вот подшипники на рулевой. И думаю, пока вилка снята, солью старое масло, потому что на моей памяти в этом мотоцикле я менял масло в 2014 году, когда менял сальники, и больше я в вилку не лазил. Уже сколько, 6 лет прошло, да, и уже пора бы заменить. Так, а теперь по поводу запчастей. Ну, значит, опять же, на примере супертенери, давайте вот начнем с сегодняшнего моего мероприятия. Я, значит, поменял два подшипника на рулевой колонке. Заказывал я их на Мегазипе, и были за и против этого, потому что все говорили, зачем ты заказываешь оригинальные ямаховские, ты типа переплатишь, а внутри придет не то, что должно быть. 498 вроде, но масло по вязкости или оригинал, или Йолинс. Ну, в прошлый раз знаешь, Василий, я залил в прошлый раз матюль по вязкости 10В, как и с завода льется, и по сути на матюле, вот сколько я езжу, проблем нет. Вот. И по поводу, значит, этих подшипников, мне многие друзья говорили, зачем ты заказываешь оригинал с Мегазипа, закажи, типа, пойди там в каталожные номера, узнай подшипников и купи, значит, их там какие-то просто аналоги. Но я этого сделать не стал, потому что, ну, как-то вот есть у меня понимание, я уже в прошлый раз говорил, когда менял сальник на кардане, что если вот эти подшипники у меня отходили, заводские, установленные Ямахой на рулевую колонку, отходили у меня 78 тысяч на сегодняшний день у меня на спидометре. Ну, если эти еще 78 отходят, это более чем меня устроит. В общем, значит, что показало вскрытие, как патологоанатомы говорят. Вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия. Шучу. В общем, почему я полез в рулевую? У меня появились такие легко ощутимые закусывания руля. Ну, соответственно, в детстве мы ижиявы много перебирали, и сразу, соответственно, как бы в голове есть понимание, что это происходит. Это подшипники набивают себе, значит, в чашечках набивают себе места и потом там закусывают. Так, матюль не масло, оно пенится. Моторекс тогда залей. По подшипникам оригинал рулит. Ну вот Василий тоже считает, что оригинал рулит. По маслам еще почитаю, подумаю, пока сейчас нечего заливать, он просто вилка лежит снятая. В понедельник этим вопросом займусь, подумаю, что лить. Вот. И, значит, появилось у меня закусывание небольшое руля на супертенере. В прошлом году оно вообще какое-то еле-еле там заметное, что-то как-то. А в этом году вот уже я начал его ощущать, но оно дискомфорта в движении никакого не доставляет, только когда ты остановился, вот мотоцикл заглушенный в гараже на подставке стоит, ты вращаешь, и ты чувствуешь, что да, что-то есть. Сегодня я туда залез, но все вовремя, потому что как только я
разгрузил траверсу, снял колесо, вытащил перья, все разобрал, когда осталась одна траверса без руля. И вот уже, когда она не нагруженная, я ее начал вращать, я понял, что там прям тык-тык-тык-тык-тык, такие уже прям хорошо ощутимые закусывания появились. По поводу, значит, подшипников. Я сегодня сверял их под увеличительным стеклом. Это вот то, что я снял уже, это вот уже бэушка. Верхний подшипник и вот здесь вот у меня нижний. И там уже установлены новые, которые получил я с Мегазипа. Короче, буква в букву, цифра в цифру, вот, Made in Japan, Koya, все четко, короче, пришло. Соответственно, мне там сегодня в Инстаграме, в Директ несколько человек написало о том, что, типа, коробочка у тебя Yamaha, а внутри будет какой-то фуфламицин. Вот сравни типа с тем, что у тебя стоит. Мотоцикл этот куплен мною новым, и никто туда не лазил в рулевую 100%. Если я не лазил, значит никто не лазил. Соответственно, там сегодня были извлечены подшипники, которые были установлены в Японии на заводе. Ну, соответственно, один в один такие же я и поставил. Это вот очередной плюс того, когда ты заказываешь запчасти оригинал. Чем еще мне понравилось заказывать на Мегазипе, вот я не готов сейчас сказать по другим мотоциклам, но вот конкретно по Yamaha Super Tenere ты туда заходишь, ну я так понимаю, по другим то же самое, и там прям полноценный мануал твоих запчастей, он у меня есть на бумаге, я, соответственно, мотоцикл подошел, посмотрел, понял, что мне нужно, открыл мануал, выписал каталожные номера, и то же самое на Мегазипе. Ты заходишь, у тебя разворачивается вся эта канитель, ты спокойно выбираешь запчасть, какая тебе нужна, и даже он тебе дает возможность выбрать, то ли ты хочешь вот с 1200 XT-Z или ZE уже, как он мне и предложил в случае с натяжителем цепи. Ну, сейчас по этому поводу я расскажу вообще отдельную тему, кто из вас будет заказывать, чтобы вы понимали, что там вообще надо заказывать, а чего не надо. Вот, по подшипникам все понятно. Вот мотоцикл стоит разобранный, буду еще дальше заниматься вилкой, но подшипниками я очень доволен. Четко все, буковка в буковку пришло то, что нужно. Теперь давайте по натяжителю цепи, потому что интересная такая ситуация с ним получилась. Короче, ну не только по натяжителю, а вообще я взял полный комплект, чтобы вы понимали. Это я взял цепь, это уже у меня бэушная цепь, я ее оставил, не стал выбрасывать. Я взял натяжитель цепи, вот коробка от новой, внутри, соответственно, старый натяжитель. И я взял успокоитель цепи, он здесь вот находится внутри, вот чтобы вы все понимали, что это такое. Вот успокоитель цепи, это такая вот пластиковая штуковина, по ней бегает цепь. И есть еще такая же вторая штуковина, она называется башмак. Это, собственно, башмак, который также вот натягивает, который цепь. Он стоит вот тут внизу на шарнире, и вот сюда, вверху, его толкает тот самый натяжитель. Давайте я сейчас почитаю, что вы мне написали, и буду рассказывать по поводу вот этой всей темы. Так, Василий, у меня на гусе 800 было закусывание, разобрал, а там дорожка выработка. Очень опасная фигня при управлении. Да, Василий, это фигня 100% опасная, и поэтому я сегодня залез и... Ну, как бы, знаешь, у меня там не было, ничего категоричного там не произошло. Я сейчас, кстати, вот, в принципе, могу вам показать, потому что нижний вот этот вот подшипник, с верхним подшипником вообще все нормально. А вот с нижним там уже была беда, плюс ко всему он там тяжело снимается, мне его сегодня разбомбить даже пришлось. Ну и вот, я не знаю, увидите вы или нет, но скорее всего не увидите. Вот, видите, вот это вот обойма, не, ну тут не видно, вот видите, вот полоски. Это обойма нижнего подшипника, и вот эти вот полосочки, которые вы видите, это вот, соответственно, уже нарубленные канавки. Тут установлены подшипники не шариковые, тут установлены игольчатые подшипники, и вот они вот уже наколотили здесь себе места. Ну, я так понимаю, это нижний подшипник стоит, и все удары, которые принимает на себя колесо, они уходят сюда, оставляют эти канавки, ну и, соответственно, потом они вам делают вот такие неприятные моменты. Но, повторюсь, произошло это на 78 тысячах пробега. Моего пробега, соответственно, я с мотоциклом бережно обращаюсь. У кого-то, возможно, это будет и раньше. Так, Дмитрий присоединился. Всем привет. Дмитрий, тебе тоже привет. Так, Илюха, только оригинал. Если переборщить с количеством Китая на Yamaha, то есть возможность уехать на Альфе. В следующем сезоне моторное масло перевожу на Ямалют. Илюха, ты прав. Оригинал надо ставить. Смотрите, значит, продолжаем тему, моторной цепи, натяжителя и всего остального. Ну, во-первых, надо сказать, что
В интернете очень-очень много информации по поводу натяжителя цепи на Yamaha XT1200Z. Именно Z, которые первые до 2015 года пошли. И, значит, очень много людей пишет, что это беда, короче, на супертенере с этими натяжителями. Их чуть ли не сразу надо выбрасывать. Они там плохие, такие, сякие, пятое, десятое. В общем, очень много я людей, с людьми разговаривал, у которых они там рассыпались, разваливались, еще что-то происходило. Теперь я вам по факту давайте, ну вы все, скорее всего, у кого супертенеры читали эту историю. Теперь давайте я вам расскажу историю с моим натяжителем цепи, что с ним было за 78 тысяч, за 77, на 77 я их поменял с цепью, соответственно, натяжителем. И вы уже как бы для себя сделаете выводы, когда туда лезть, а когда туда не лезть. Значит, по поводу цепи. До 50 тысяч пробега я вообще не знал и не обращал внимания, где у меня там эта моторная цепь, никаких звуков она не издавала, вообще никаких вопросов до 50 тысяч пробега у меня к ней не было. После 50 тысяч пробега у меня начал появляться звук лязгания цепи, когда я завожу мотоцикл на холодную. Соответственно, почему это произошло? Потому что цепь вот эта вот растянулась, а она растянулась, мы когда ее сравнили с новой, мы поняли, что она растянулась. Эта цепь, она находится под давлением вот этого башмака, на который давит, собственно, натяжитель. Сейчас я вам прям смоделирую ситуацию, прям натяжитель достану, покажу, собственно. Правда, тут все в масле. Ну ладно, черт с ним, помоемся. Я и так сегодня весь в мазуте. Вот, соответственно, вот это чудо. Вот он, натяжитель цепи. Он сейчас в взведенном состоянии. Кстати, как его взводить, это вообще отдельная песня. В интернете есть видос, там кто-то снял, показал, как его взводить, но получается через раз, не всегда, скажем так. Соответственно, вот стоит натяжитель, вот стоит башмак цепи, и на него давит натяжитель. Вот. И все, значит, пишут, что вот этот натяжитель на первой модели, он плохой, такой сякой, пятое, десятое, его надо выкидывать, менять и все остальное. 50 тысяч я с ним отъездил, никаких проблем. До 77 тысяч я доездил со звуком лязгания. У меня вот полязгивала цепь. Я заказал новый. Причем, когда я на Мегазипе его заказывал, мне Мегазип предложил два варианта. Значит, заказать такой натяжитель от моего Z или заказать уже нового варианта от ZE. Я еще не разобрался с этим вопросом с Мегазипом. Я обязательно это сделаю, когда у меня будет лирическое настроение, напишу им. Но на сегодняшний день по факту мне прислали натяжитель, который якобы от ZE. И когда я выкрутил вот этот свой старый, взял его в руки, потом взял новый, так получилось, что мы взвели цепь, у нас перескочила на зуб, мы его все равно, соответственно, он выстрелил, мы его вытащили, опять взводили, соответственно, я увидел этот натяжитель в разобранном состоянии, и тот, что мне прислали, тоже я увидел в разобранном состоянии, и они внутри идентичные. Соответственно, насколько мне позволяет видеть мой глаз, никакой другой конструктивной особенности я там не заметил. Может быть, дело в материалах, может быть, дело в каких-то там масляных каналах внутри. Не готов сейчас это утверждать, но визуально они были совершенно одинаковые. Теперь давайте по поводу всего, что я купил. Помимо цепи новой, это старая, стоит сейчас на моторе новая, и натяжителя цепи, который я тоже заменил, я еще взял успокоитель. Этого делать, друзья, не нужно. Если вы вдруг соберетесь лезть на супертенере и менять там цепь и натяжитель, этого не делайте. Объясню почему. Ну, во-первых, это новый, я его не поставил, он у меня теперь на память. Ну, или если кому-нибудь будет нужен, я его перепродам тому человеку или переменяю на что-нибудь. Его снять и заменить невозможно, не сняв головку. Потому что здесь вот такие вот зубцы, видите? И вот эти зубцы, они находятся в пазу между головкой и картером. Соответственно, пока вы не снимете головку, соответственно, цилиндры пока не снимете, вы вот эту штуку не замените. Ну, делать это в рамках замены цепи ГРМ, ну, это вообще бред полный. Да и я заглянул, она там в идеальном состоянии. Поэтому, если у вас пробег мой или еще меньше, то не вздумайте тратить на это деньги, хотя она недорогая. В общем, вы ее даже не замените. Но и сам башмак
я тоже не заменил, потому что это новый у меня башмак, кому нужен, если что, обращайтесь. Он, мой башмак, после 77 тысяч пробега в идеальном состоянии. Ни здесь нету никаких потертостей от давления на него, натяжителя, ни здесь от цепи, никаких проблем там нету, поверьте мне. Поэтому успокоитель и натяжитель, деньги не тратьте, не берите, если доберетесь до замены этой всей на супертенере, не тратьте на это деньги. Цепь растянулась, мы вывешивали вот так вот обе цепи, ну полностью в подвешенном состоянии, старую и новую, и разница составила почти сантиметр. Ну визуально это смотрится не критично, когда ты их две смотришь, а звук от мотора, тяга мотора, приемистость мотора, все поменялось. Все поменялось, причем я это почувствовал резко. Я ездил к своему товарищу, который не один мотор перебрал, он говорит, ну все понятно, как бы ты, я говорю, слушай, прям мотор другой, я не ожидал. Он говорит, слушай, ну у тебя же цепь не в один день растянулась. Вот ты 10 лет ездишь на мотоцикле, 10 лет она потихоньку растягивалась, 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 растягивалась. И динамика, характеристики твоего мотора, передаточные числа, все остальное, оно менялось тоже плавно. Соответственно, у тебя у меня и фазы за счет этого сдвинулись. У меня получается, там, ну, вот, если ты в мертвую точку ставишь, у меня там впуск еще не дооткрылся, а выпуск уже там переоткрылся. Ну, соответственно, фазы чуть-чуть смещены были. И это все мы тоже заменой цепи это устранили. Теперь все в идеале. Когда вы выставляете коленвал в верхнюю мертвую точку, выставляете один из цилиндров, коленвал там на метку выставляете. У меня все четко, у меня газораспределительные фазы стоят так, как они должны стоять с завода. Все как бы тютелька в тютельку теперь. Вот. А по поводу натяжителя я вам сказал, что по сути вот этот натяжитель, он рабочий. С ним ничего не случилось. И мне как-то один из моих зрителей тоже, который собирался приехать к нам навстречу, он не приехал, потому что там у него случилась проблема с цепью, у него перескочила цепь, зуб, и он мне присылал фотку, что значит, он говорит, я выкрутил натяжитель, а он у меня рассыпался. Нифига он не рассыпался, он просто разбирается, как конструктор Лего, и обратно собирается. Я это убедился, я же говорю, вот у меня в руках были два натяжителя. Вот этот вот старый, который я вытащил, и новый натяжитель. Причем я их оба разобрал, на белой салфеточке разложил, посмотрел, оба собрал, оба взвел, никаких проблем нету. Видео я все это зафиксировал, снял, потом на канал выкину, будет вам наглядное пособие. Соответственно, цепь менять надо, но я считаю, что цепь можно смело менять на 50 тысячах. С тем условием, что вы ездите как я или почти как я. Это значит бережно, значит любите свой мотоцикл и не дрючите его. Вот. Если вы ездите более интенсивно, ну, наверное, 25 тысяч, 30 тысяч можно поменять. Кстати, когда покупаете, сразу учтите, когда покупаете натяжитель, с ним в комплекте идет прокладка сразу. Прокладочка, которая ставится на него под мотор. Это старая прокладка, я ее снял, она тоже целая, ну, по сути, вот так. Поэтому это все я тоже заказал с Мегазипа, тоже доволен и сверял все номера, все. Везде у меня номера, все четко, все то же самое. Ну вот только здесь другой чуть-чуть номер. Отличается от того, который стоит у меня. Соответственно, это вроде как позиционируется, что натяжитель нового образца. Но по факту визуально они совершенно одинаковые. Кто вообще эту историю знает, ну поделитесь. Кто не знает, я со временем это выясню и вам потом расскажу. Соответственно, вот по замене, под СПГРМ, вот такая тема. Ничего сложного там нету, но лучше делать вдвоем, потому что вдвоем это делать удобнее. Так, поехали. Василий. Расходники это все. Василий согласен. Василий Ефремов, натяжитель ставишь от ZE на 50 тысяч километров и все забываешь. Ну вот я сейчас тут вам целую полемику по поводу натяжителя от ZE или Z рассказал. Ну, то ли Мегазип мне прислал не то. Ну, тут смотрите, тут может быть три варианта. Первый вариант. Мегазип мне прислал не тот натяжитель. Но тогда почему у него на нем там цифра другая выбита? Второй вариант. Значит, между Z и ZE натяжителем нет никакой разницы, это миф. И третий вариант. На моем мотоцикле выпуском 2011 года каким-то чудом с завода с Японии стоит натяжитель нового образца. Вот такое тоже может быть. В общем, ну я эту тему выясню и вам расскажу, какой из этих вариантов имеет место быть и в чем тут вообще фишка. Так, Сергей, Максим, приветствую. При замене цепи ГРМ звезды не надо менять? Нет, звезды там не надо менять.
И вот сейчас я вот перейду как раз с этим вопросом, перейду на следующую тему, на следующую вообще философию, до которой я дошел. Наконец-таки залез я в двигатель своего супертенера, на котором езжу 10 лет, и понял, друзья, понял то, что я вообще теперь даже и думать не буду о том, чтобы его продать или на что-то поменять. Сейчас все объясню. В этом сезоне я очень много разной техники перетестировал. И вот добрался я, к счастью, спасибо моему товарищу, на Новой Африке Twin покатался с роботизированной коробкой. И даже у меня получилось чуть-чуть по Баксанскому ущелью проехать на супертенере ZE модификации. Вот только на гусе еще не покатался, на 1200-м. Но покатался на 850-м гусе с Краснодара. До Кисловодска мы ехали вдвоем с товарищем. Он пересел на мой мотик, я на 850-й гусь пересел, тоже есть ощущения определенные. Но я к чему? Я к тому, что я залез на 7, я не перестану сегодня вам это повторять, эту цифру, на 77 тысячах пробега я залез первый раз в мотор Yamaha Super Tenere. И, соответственно, меняя цепь, я, понятное дело, смотрел там и на звездочки, и на все, и я полез регулировать клапана. Первый раз я это сделал. Да, вы сейчас начнете кидать меня ссаными тряпками и будете говорить, ты что, ненормальный, клапана регулируются там каждые 20 тысяч или что-то такое. Я этого не делал ни разу, потому что, ну, знаете как, я по ощущениям всегда с техникой работаю, но меня не напрягали никакие звуки от мотоцикла. Я не слышал цокота клапанов, и как бы, ну, все было четко. С мотором единственное, вот я почувствовал с годами, что какая-то другая тяга стала, но это сейчас все восстановилось. Это было за счет растяжения цепи, смещения фаз. Сейчас мой мотоцикл снова поехал резвее намного, чем он ездил буквально месяц назад. И вот теперь внимание, открыв клапанную крышку на супертенере, там, соответственно, по 4 клапана на цилиндр, 2 впускных тут, ну, соответственно, 4 впускных, 4 выпускных. Из 8 клапанов, 4 впускных, 4 выпускных, мы отрегулировали только один клапан. Один, друзья, вы можете себе представить? Там есть допуски, соответственно, какие могут быть допуски на впускные клапана, какие могут быть допуски на выпускные клапана. Все клапана остались в своих допусках. Они немножечко сместились наверняка куда-то, но только один клапан у нас был чуть подзажат. И мы его, соответственно, привели в чувство. Там регулировочные шайбы идут. Я еще думал, как бы, это же надо шайбы какие-то регулировочные покупать, что-то. Ну, благо я поехал к Андрею, к своему товарищу. Он гуру моторов. Он говорит, слушай, у меня этих шайб там сотни. Говорит, подберем те шайбы, не бзди, езжай, все сделаем. А по факту мне ни одна шайба не нужна была. Мы одну мою шайбу чуть-чуть стерли и ее поставили, и все. Один клапан, 77 тысяч пробега, один клапан был чуть-чуть подзажат. Вот вам качество Yamaha, вот вам качество японского мотоцикла, кто бы что ни говорил. При бережной эксплуатации, как Василий говорит, при грамотных расходниках, при оригинальных расходниках и при должном вообще, когда у вас голова и руки дружат друг с другом, вот что может быть с мотоциклом. Понятно, бывают форс-мажорные обстоятельства, понятно, бывают отзывы из отзывной компании, заводские браки, это все понятно. Но вот как бы есть вот такие ситуации тоже. И сейчас, заглянув в движок в свой, который отпахал 77 тысяч, я вообще не вижу смысла его менять. Продача за этот мотоцикл, за сколько у меня его купят? За 500 тысяч? За 600 тысяч? Окей. Добавить столько же, чтобы купить новый ZE, только потому, что у него электронные подвески? Да, хочется. Не буду говорить, что нафиг они не нужны. Хочется электронные подвески, хочется круиз-контроль, хочется новый переработанный мотор. Вопросов нет. Но пока не вижу смысла, потому что вот этого красавца просто жалко продавать. Понимаете? Это первое. Второе, звезды менять не надо. Я ответил, думаю, на ваш вопрос. Звезды там просто в идеальном состоянии, там даже вообще к ним подойти нельзя. Копнули дальше. Кулачки на распредвалах, да, соответственно, которые толкают клапана, они в идеальном состоянии. Постель, соответственно, прижимные, где вот лежат распредвала, да там, ну, там ни задира нету, ничего, там ни на одной нету железки потемнения, знаете, что она там перегрелась где-то. Соответственно, все смазывается нормально. Везде давление масла, получается, хватает. Ну, в общем, мотор мы вскрыли, а такое ощущение, что он 5000 прошел, а не 77.
Потом, раз у меня была вот здесь вот справа, я снимал крышку, я полез в корзину. У меня еще там, ну, это уже, знаете, как мы загоняемся же со временем, нам кажется, что-то не работает. Я полез в корзину сцепления. Короче, из всех дисков фрикционных, да, и Феррадо, у меня только на одном металлическом диске чуть-чуть потемнение. Ну, мы вычислили, что он самый крайний стоит в прижимной пружине, и, скорее всего, ну, где-то на первой передаче, где-то я какой-то в грязюке, наверное, куда-то я в жопу куда-то залез когда-то, и где-то я чуть его подпалил, и все. Ни одного диска менять надо. Мы просто диски местами поменяли, перекинули туда назад пожженный, а сюда свежий перекинули, и все. 77 тысяч пробега, друзья. Вот вы мне скажите, надо мне этот мотоцикл на что-то менять или нет? А потом, когда я все это увидел и понял, насколько этот красавец хорош еще, и сколько у него там еще пороха в пороховницах и ягод в ягодицах, я еще поймал себя на такой мысли, что я, наверное, один из немногих людей, ну, не в мире, а в стране, скажем так. Ну, давайте так, я один из немногих людей на Ютьюбе, кто 10 лет ездит на супертенере, будучи единственным его хозяином. И вот когда я себя поймал на этой идее, я вообще теперь загорелся этот мотоцикл никогда не продавать. А просто-напросто установить эксперимент длиной в жизнь. Вообще, что с ним будет через 10, ну, он ему уже 10 в этом году. Кстати, будет юбилейный обзор на этот мотоцикл, а на мотоцикл 10 лет в одних руках. Yamaha Super Tenere, и вот Илья Сычев, у нас с ним там есть очень-очень интересная идейка, как этот обзор снять, и если все получится, это будет, ну, просто пушечка. Будет пушечка. Илюха, ты знаешь, о чем я говорю. Вот, поэтому, друзья, вот такая тема. Двигатель внутри, ну, просто в идеальном состоянии. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. Сейчас для себя я принял решение обслуживать мотоцикл, менять в нем то, что нужно менять, и смотреть, как он будет вести себя дальше. Поэтому сейчас мы пойдем дальше по другим запчастям, которые у меня были, которые у меня есть, и обсудим эту тему тоже. Так, Илюха, так, секундочку. Так, по поводу цепи ответил. Максим, я на Кавказе человек новый, подскажи хорошего механика. У меня почти 50 тысяч, тоже нужно заморочиться цепью, клапанами и прочим. Илюха, есть здесь хорошие механики. Я сейчас не буду никого говорить, что у нас тут нету. Есть нормальные ребята, все. Но лично я взял цепь, взял натяжитель и поехал в Краснодар к своему товарищу, к Андрею. Я знаю этого человека много лет, и как бы, ну, мне вдвойне приятно, что мы с ним еще и дружим много лет. Понятное дело, он там с меня и ни копейки денег не взял, и все остальное. И я просто был его рад повидать. Но сейчас я к нему поехал не потому, что я там хотел денег сэкономить и халяву там увидеть. Мне как бы было приятно увидеть, если бы даже он бы мне назвал цену за свою работу, я бы ее заплатил и даже бы на него не обиделся. Но я к нему поехал просто потому, что я ему доверяю. Знаете, тут как зубных врачей, их же много хороших, но ты ходишь к тому, которому доверяешь. Поэтому, Илюха, я вот здесь никого советовать не буду, не потому, что они плохие ребята, а просто потому, что я не знаю, как они работают и не знаю результаты их работы. Но если ты захочешь прокатиться в Краснодар, а для тебя, как и для меня, бешеной собаки 7 верст не крюк, я тебе подскажу, там прям четкая локация. У него гараж, бокс, где он ремонтирует технику, мотоциклы. И там гостишка рядом, 5 минут пешком, очень удобно. Я поселился, 2 дня там прожил, и обратно мы с ним вернулись вместе. Закажешь с Мегазипа, так же, как и я, к нему поедешь, он тебе все сделает. Я думаю, ценник у него адекватный. Ну, в общем, я вас свяжу, а вы там уже между собой договоритесь. И, кстати, если ты поедешь, может быть, и я с тобой с удовольствием прокачусь. Еще раз Андрея увижу, мне будет это приятно. Так что, Илюха, вот мой тебе совет такой: сгонять в Краснодар до него, и он тебе все сделает в лучшем виде. Тем более, он вот буквально недавно делал мой мотоцикл вместе со мной, свежо все в памяти, он намного быстрее тебе его сделает. Так, сам в двигатель не рискну полезть. Я тоже сам не рискнул полезть, поэтому поехал к нему. Так, Сергей пишет. И на примере Сузуки будет разбор. Там мотоцикл уже по горам скачет, нагрузки сильнее. Сергей, ты спрашиваешь про DRZ 400? Буду ли я ему делать какое-то техническое обслуживание? Если про него, то да, планирую вот закончить с этим мотоциклом, все сделать на нем. А потом, ну, ближе туда, уже глубже в зиму, залезть туда, посмотреть тоже клапана, посмотреть цепь. Но пока ничего даже заказывать не буду, потому что, ну, у него очень маленький пробег. Этот мотоцикл достался мне, когда на нем было 2000 пробега, чтобы вы понимали, кто смотрел обзор. А сейчас на нем 6000 пробега. Я очень мало на нем проехал. Да, по горам, да, понятно, но
я не мучаю этот мотоцикл, я просто там кайфую на нем, куда-то выезжаю, продавать его не буду. Об этом тоже уже говорил, почему не буду. А вот по поводу, да, залезть, наверное, надо, посмотреть, наверное, надо. Тем более я хочу на него кикстартер установить. А если кикстартер, буду снимать крышку, где сцепление, наверное, полезу. Если интересен он, ну, пишите в Инстаграме, пишите где, пишите в сообществе, буду, что с ним делать, буду обязательно показывать. Так, Василий, это не пробег, это не пробег. Я много регулировал клапана и Тенри, и BMW 800, и Харлей. Пробег за 50 километров. Вот если за 200 тысяч, вот там другое дело. Согласен с тобой, Василий, за 200 тысяч там уже, конечно, износ. Там уже износ и все такое. Так, кстати, на Гусе 1250 на 20 тысячах километров все как новое. Это ты, в смысле, нам хочешь в очередной раз, знаете, как самоуспокоение, и себя успокоить, и нас в очередной раз, да, остановить от разговоров о том, что BMW ломучее говно, да, чтобы мы не засирали твой мод. Да, конечно, там все будет нормально. Слушай, ну мотоцикл 2 ляма стоит, но если на нем на 20 тысячах какие-то проблемы, ну это трындец вообще тогда полный. Вот, так, Илюха, на тему обзора удочку закинул. Какого обзора, Илюх? Илюх, уточни, я, может, чуть подзапутался. Обзора на что? Все, сорян. Да, на тему обзора удочку закинул. Я жду, Илюха, я жду. И локация будет пушечная. Если нам разрешат, ребята, это будет вообще... Обзор Супер Тенери будет просто в космической локации. Так, Василий, если тебе мотоцикл доставляет удовольствие, и ты не я, когда хочешь попробовать все, езди и кайфуй. Да, Василий, вот по поводу, кстати, по поводу тебя там и твоих сотен мотоциклов, которые ты перепробовал, у меня есть близкий мой товарищ, который даже в моих роликах мелькал, мы с ним в Нагорный Карабах вместе ездили, у него тоже когда-то был Супер Тенери, и после Супер Тенери, да и до Супер Тенери, по сути, так было, и после особенно, его, короче, знаешь, как и тут Остапа понесло, он, короче, тоже, как и ты, решил все поперепробовать. Вначале у него было, короче, Супер Тенери, потом у него было КТМ, он весь до трусов стал оранжевый, потом он сел на BMW, и, короче, в итоге сейчас он вообще все попродавал, купил себе эндурик и валит по горам. Поэтому тут, знаешь как, поиски идеального мотоцикла могут не закончиться никогда. А я вот, наверное, все-таки у меня хороший, а враг лучшего. Вот я имею хороший мотоцикл, и вот в этом году я съездил на нем на север. Я просто вообще обожаю этот мотоцикл, вам честно признаюсь, я в него влюблен, и поэтому буду вас дальше, короче, мучить этим Супер Тенери своим до тех пор, пока он будет меня возить. Так, Василий, ну а такие люди, как ты, тоже нужны, потому что если не будет таких, как ты, как мы, узнаем про все другие мотоциклы? Ну, я тут вживу вообще в селухе, можно сказать, край географии. У меня тут крутых мотоциклов мало, а людей, которые готовы мне дать эти мотоциклы на тест-драйв, еще меньше, потому что у нас тут, процентов 50 нормальные мотоциклисты, а 50% просто мажорики, которые себе купили технику, вообще там не знают, что с ней делать. У нас тут был недавно случай, ладно, не буду рассказывать. Вот, поэтому так. Так, Миша, всем привет, Михаил, тебе тоже привет, Сергей, стоп. А регулировка цепи ГРМ не убрало цоканье и ляск? Цепи ГРМ. Не регулировка цепи ГРМ, а замена цепи ГРМ убрала все лязгания. Соответственно, повторюсь, после 50 тысяч на холодную, когда я заводил Супер Тенери, у меня появился лязг. Этот лязг был от цепи, потому что она растянулась, потому что она провисала, потому что натяжитель уже, может, не додавливал. Вот я месяц назад поменял, или там 1,5 месяца назад я поменял цепь и натяжитель. У меня мотоцикл заводится по-другому, работает тише, нету никаких посторонних звуков, и тяга поменялась, вот он теперь быстрее как-то тянет, лучше, и, как бы мотор стал работать более такой вот, более почетче, пожестче. И тут не только дело в растяжении цепи, тут еще дело в том, что за счет растяжения цепи, за счет того, что она на звеньях стала длиннее, у меня сместились фазы ГРМ. Вот эти две звездочки наверху, да, на которые, соответственно, там же как, звезда внизу, успокоитель-натяжитель, то есть успокоитель-башмак, и две наверху, соответственно, впускной вал, выпускной вал. И они открывают клапана. И за счет того, что растянулась цепь, у меня фазы ГРМ сместились немножечко, и у меня мотор работал неправильно. Он ехал, он тянул, все было нормально. Это мелочи.
Но эти мелочи, они ощущаются, когда ты ставишь все новое, регулируешь клапана, и у тебя мотоцикл прямо из-под тебя начинает ехать, разница, короче, есть. Возможно, если бы я поменял свою цепь на 20 тысячах, я бы и не почувствовал, что разницы никакой нету, как ехал, так и едет. А за счет того, что отъездил на ней почти 80, она так прилично растянулась, и я почувствовал разницу. Сейчас я очень своим мотором доволен, поэтому замена цепи ГРМ в комплекте с натяжителем и, соответственно, выставление всех точечек, регулировка клапанов сделали мой мотор, ну, практически как новенький. Поэтому все ушло, никаких лязганий, никаких цаканий, все идеально. На холодную, на любую заводишь, все четко. Так, Василий, согласен, поиск это для каждого свое. Еще новость, уже стоит новый мотоцикл, скоро обзор и сравнение с гусем будет на канале. Новый мотоцикл, ну это тот, про который мы с тобой говорили, да? Я так понимаю, открыть людям секрет, или ты сам, может, или завуалируем пока, не будем говорить. То, о чем мы с тобой по телефону разговаривали, я так правильно понимаю? Так, Сергей, так натяжение не регулируется механически, болт там или барашек? Сергей, на Yamaha Super Tenere стоит гидравлический натяжитель цепи. Он натягивается за счет давления масла. В него идет масляный канал, масло давит, шток давит на башмак, башмак натягивает цепь. Соответственно, почему цепь начинает издавать звуки со временем? Потому что натяжитель уже там слабо толкает, там цепь растянулась, а тут свежий натяжитель, он сильно давит, пружины свежие, все четко. Он подпружиненный натяжитель. Он, получается, выходит, и он подпружиненный. Но когда появляется давление в системе, в масляной системе, давление в каналах появляется, натяжитель сильнее выдавливается и держит цепь в натянутом состоянии. Ну, чтобы ты понял, как это все происходит. Короче, будет подробный обзор на канале чуть позже, дождись. Если, как бы экстренно, срочно тебе нужно лезть и менять, мой контакт там везде есть, сотовый, мой инстаграм, напиши мне в личку, созвонимся мы с тобой, я тебе уже там более подробно все расскажу, чтобы тут как бы все это прям сильно не разжевывать. Технически я тебе все расскажу или дождись видео. Так, значит, Илюха. Так, сейчас Сергей продолжит. Да, можно вместо него, есть любители ставить механический натяжитель цепи, тот, который болтиком подкручивается и, значит, натягивает цепь. Но я решил этого не делать, я поставил обратно гидравлику, потому что, рукой это нужно понимать, слушать, можно перетянуть, а можно не дотянуть, и тоже будет нехорошо. А все-таки вот эта вот штуковина, разработанная японскими инженерами, она давит так, как надо. Вот пускай она лучше давит, потому что я себе не доверяю в этом вопросе. Ну его нафиг, пускай лучше она давит. Так, Илюха, там нет регулировки, натяжитель автомат. Ну да, он гидравлический, автоматический. Там гидравлика натяжения, спасибо, понял. Так, все. Да не надо. Хорошо, Василий, раскрывать тайну не буду. Будем ждать твоей премьеры. Кто хочет узнать, что за мотоцикл стоит у Василия в гараже, пишите мне в личку. За определенную сумму или за полноту налитого стакана раскрою вам все секреты Василия. Шучу, Василий, буду хранить тайну вообще, как зеницу ока. У меня тоже будет такой обзор. Так что, чувак, мы с тобой потом посмотрим, чей обзор, не то, что чей обзор интереснее, а какие мнения будут у тебя от этого мотоцикла, потому что у меня уже есть они от него. Я тебе о них рассказал. Теперь посмотрим, какие твои ощущения от этой железяки прикольной. Вот, теперь поехали дальше по запчастям. Несмотря на то, что тормоза придумали трус, у меня были там Сузуки, Ямахи, мотоциклы были разные. Я никогда не покупал неоригинальные колодки. Не знаю почему, у меня вообще бзик по поводу колодок. Колодки должны быть оригинальные. Всегда, на любой технике. Потому что, я не знаю. Наверное, у меня какая-то психологическая детская травма, связанная с ижами и с явами, когда у нас не было тогда денег, не было у нас новых этих. Там были не колодки, там были колодки, там же дисковые, барабанные тормоза были, не дисковые. И мы вот эти вот брали старые вот эти вот полумесяцем колодки, сами на них клепали это феррадо, они там отваливались, клинили. И с тех пор я понимаю, что потом как-то я на Яву нашел новые вот эти тормозные, купил их, поставил, это была песня. Поэтому на тормозах вообще я никогда не экономлю. Эти колодки, это вот старенькие у меня здесь лежат. Я в этом году поставил новые напередок.
Зад я уже менял. И, кстати, вот на супертенере за 10 лет эксплуатации я пришел к такому наблюдению, и многие люди, кто долго на нем ездили, тоже подтверждают, что задние колодки на супертенере стираются быстрее, чем передние. Вот такой вот интересный момент. Несмотря на то, что я в основном торможу, да и большинство из нас тормозит передним тормозом, на супертенере зад уходит быстрее. Наверное, это связано с тем, что на супертенере комбинированная система тормозов, и когда вы сильно давите на передок, у вас перераспределяется мощность через этот блок назад. Соответственно, ну, вы чувствовали, если у вас резко прям нажать на супертенер тормоза, он у вас обоими колесами становится, соответственно, задом вы тоже подтормаживаете, и поэтому нога иногда задняя и не тормозит у меня вообще. Все это я отдал на откуп электроники. Вот, потом, вот буквально недавно я, соответственно, когда заказывал на мотор, заказал вот эти же подшипники на рулевую и заказал я себе полный комплект сальников на кардан. Я вам показывал видео про смену вот этого сальника среднего в кардане. Он, соответственно, ну, то есть на редукторе. Он с редуктора идет на кардан, как раз таки на выход на кардана. Но чаще всего раз в 30 тысяч течет вот этот сальник. Это большой сальник на супертенере, который выходит в сторону колеса. Он чаще всего течет, потому что он больше всего подвержен там всякой воде, грязи и всему остальному. Туда больше всего попадает, пролетает ему, поэтому он быстрее всего течет. Вот, и заказал я еще на всякий случай, он был вообще каких-то там небольших денег, то ли 300 рублей, то ли 400 рублей стоил. Вот такой маленький сальничек, он у вас идет в редукторе на выход туда, куда у вас выходит вал, ну, соответственно, ось, на котором сидит колесо. Его менять, он самый маленький, но его будет сложнее всего менять. Почему? Потому что я вот, когда полностью разбивал редуктор, я понял, чтобы до него добраться, перед ним стоит основной большой подшипник, на котором крутится гипоидная пара, вот эта вот здоровая шестеренка гипоидной пары. Одна, соответственно, с этой стороны заходит, я вам ее показывал, червяк. А вот эта большая шестеренка гипоидной пары, она сидит на большом подшипнике, и вот этот вал, соответственно, сидит вот на этом сальнике. Буду надеяться, что он еще скоро, не скоро потечет у меня, и пускай просто лежит. Но вот у меня теперь такой, получается, есть универсальный ремкомплект на супертенере на кардан. Еще почему, признаюсь, заказал сразу все, потому что друзей у меня на супертенере становится все больше и больше. Байк-отельчик я потихонечку достраиваю. Надеюсь, что в следующем году уже смогу принять первых самых-самых близких друзей. Один номерок закончу, пойдем будем строить дальше. Поэтому и тенеристы приедут, не дай боже, у кого сальник потечет, мы тут сразу же все и починим, и отправим в путь дорогу вас без всяких проблем, а сальник я себе закажу новый, будет лежать. В общем, такая тема. Пошли по поводу дальше сальников. Интересная вот тема и интересная находка была мною сделана в 2014 году, и до сих пор, короче, она жива. Сейчас расскажу. В 2014 году мы на двух... так, что там Василий пишет? Зад на всех турендура трутся быстрее. Ну, наверное, да, не знаю. Василий, тебе виднее. У меня один турендур был. Значит, смотрите, короче, в 2014 году на супертенере мы с товарищем поехали в Нагорный Карабах, и там проходили такой Сотский перевал. Есть такой Нагорный Карабах. Сейчас не знаю, что там вообще творится, уже чья это территория, то ли Армении, то ли Карабаха, то ли уже Азербайджан, там же недавно боевые действия шли, но не суть. А суть в том, что на перевал мы попали после дождя, после урагана, там все, перевал глиняный, там все было размыто, и мы, короче, по нему, по этой грязюке валили. В итоге подзасралась там вся вилка, и потекли у меня сальники вилки. Вилка-перевертыш на Ямахе стоит, все, потекли сальники, и притащить вам вилку, она вот там снятая лежит. Если надо, притащу, наглядно на ней покажу. В общем, потекли они, я, соответственно, пытался там, пластиковую бутылку разрезал, пытался почистить, не получилось ничего, она все равно сочилась, подмотал там свои старые носки, так до дома доехал, все там, ноги в масле, все в масле. Илюха, что ты написал? Коллеги в чате, а вы где запчасти заказываете? Может, есть какой-то ресурс чудный, а я не знаю, поделитесь. Илюха, это знаешь, как называется? Это чудес не бывает, мой друг. Все стоит дорого, а если стоит дешево, то подозрительно. Но удачи тебе в поиске дешевых запчастей. В общем, и значит, потекла у меня вилка, и когда я вернулся,
Мы тогда еще, не было тогда еще мегазипа, и мы заказывали большинство всего на Льюисе. Вот. И мы тогда сделали с моим товарищем, у нас было 2 супертенери, мы сделали эксперимент. Я не помню, поменял он себе сальник или нет на ней, не буду сейчас утверждать, но я себе поменял точно. На супертенере стоит, значит, в начале пыльник, который собирает с вашего пера всю грязь, а дальше идет сальник. Но в чем фишка сальника, который на супертенере? Сейчас я вот этот открою и вам его покажу. Ну вот Василий пишет, я заказываю на японцев в Японии запчасти. Ну, по сути, Мегазип с Японии запчасти и возит. Вот, смотрите, сальник с вилки R1, не с супертенери. Сейчас объясню, в чем фишка. Короче, дело в том, что в 2014 году мы выяснили, что размер внешний и внутренний сальника от супертенери один в один такой же, как размер сальника на R1, Yamaha R1. Но с одной большой разницей. У супертенери идет одно маслосъемное кольцо на сальнике, соответственно, одна прижимная пружина и один маслосъемник. А у супертенери идет одно. А у R1, вот это сальник от R1, у него 2 маслосъемных кольца. С этой стороны у него идет маслосъемное кольцо. И с этой стороны идет маслосъемное кольцо. Соответственно, ну, я так понимаю, R1 спортбайк, там больше нагрузок, всего остального. Они сделали сальник, ну, покруче, скажем так. Хотя диаметры все один в один такие же. Допуски все один в один. И я в 2014 году на пробеге в 30 тысяч поменял себе на супертенере вместо оригинальных сальников поставил вот такие от R1. И потом, спустя еще год или два, заказал себе еще от R1, и вот они до сих пор лежат. Значит, суть в чем? Сальники на супертенере, судя по чатам всяким разным, если вы ездите не только по асфальту, а периодически съезжаете на грунтовке хотя бы чуть-чуть, они у вас сальнички на вилке раз в 30 тысяч так же, как и на кардане, текут. Соответственно, в 30 тысяч я снял оригинальные сальники, поставил туда сальники от R1, и сейчас 80 тысяч. Получается, на сальниках от R1 она отходила уже 50 тысяч. И не текут. Тьфу-тьфу-тьфу. Дай бог им здоровья, пускай не текут. Получается, если вы когда-то туда полезете, берите смело сальники от R1. Вот, кстати, я вам могу их каталожный номер показать. Может, пока перепишите. Ну или потом, если кому надо, обращайтесь, я вам сфотографирую, пришлю их каталожный номер. Тоже ямаховские оригинальные сальники. И все четко, вилка ездит, очень мне все нравится, поэтому берите на заметку, сальники ставьте от R1, они надежнее и круче. Так что вот так. Так, значит, Япония, Василий, с 2015 года 2 кольца на тенере. Василий, не знал такого, может быть 2, но вот у меня мотоцикл 2011 года, и там сальник с одним кольцом. Ну, скорее всего, с 2015 года на тенере они просто стали ставить сальники от R1. Наверное, узнали о том, что в Кисловодске так делают, и японцы то же самое стали делать. Не буду спорить, не лазил в новые супертенеры, может быть и так. Так, Василий, я вообще ставил от Honda себе. Ну, может быть, все, может быть. И теперь вот я с вами сейчас поделюсь такой интересной темой. Это такая последняя ярко выраженная запчасть на моем столе, о которой я вам хотел рассказать по поводу супертенери. Соответственно, это фильтр бензиновый в баке. Посмотрите, какая вот малютка, видите, маленький такой. Это фильтр тонкой очистки в баке. Сейчас я вам расскажу историю вообще этого фильтра. И, возможно, вот, Илюха, у тебя сколько ты сказал? Под 50. Если у тебя в бак никто не лазил, то, скорее всего, в ближайшее время полезешь ты. Но все зависит, конечно, от того, каким бензином ты заправлялся. В общем, в районе, какой это был год? Это был год 19 год, у меня уже было за 60 тысяч, по-моему, или около 60 тысяч пробега, ну, больше 50. Я начал замечать, что когда я вот долго еду на мотоцикле, потом я останавливаюсь, и у меня начинают падать холостые, как будто вот, ну, нехватка какая-то бензина, вот как будто он заканчивается или что-то такое. Соответственно, началась зима, это вот был сезон 19 года, я на это обратил внимание, то ли 18, то ли 19, по-моему, 19. И зимой, соответственно, я полез в бак. Залез я в бак, в баке в принципе чисто,
Там вот стоит вот такая здоровенная колба, в ней внутри бензонасос, в ней внутри датчик уровня топлива, в ней внутри, как потом оказалось, два фильтра. Фильтр такой здоровый, там такая как металлическая губка такая, знаете, которая посуду моешь. Такой большой фильтр грубой очистки и вот такой вот маленький фильтр тонкой очистки. Есть плюс и минус, соответственно, вот этой вот здоровенной колбы. Значит, плюс в том, что она разборная, эта колба, ее всю как лего можно разобрать. Только нельзя разобрать фильтр грубой очистки, он запаянный. Ну, можно его распаять и потом зашить. А минус в том, что когда я решил заменить себе фильтр, вот этот, ну, грубой очистки я его не вижу смысла менять, а вот тонкая, он уже был такой у меня коричневый такой прям, с такими пятнами. Вот. Я позвонил одним дилерам, другим дилерам, в общем, начал выяснять, оказывается, что Yamaha вот такой вот фильтр, как расходник, он у него не существует. У Yamaha существует только вот это вот елдовина в сборе, бензонасос. Повторюсь, тогда я еще не был знаком с Мегазипом. Может быть, Мегазип сейчас предоставляет такую возможность. Надо, кстати, залезть посмотреть. Но тогда я не мог заказать вот такой вот фильтр на Yamaha Super Tenere. Мне предлагали тогда заказать полностью весь вот этот вот бензонасос со всеми фильтрами в сборе. Если мне не изменяет память, он стоил что-то порядка там 29 или 30 тысяч рублей. Ну, понимаете, да, 30 тысяч отвалить, потому что у тебя начал там моросить фильтр, я ж не сумасшедший. Начал я искать решение этой проблемы, там кто-то, значит, берет от автомобилей, находит вот такие похожие по посадочному месту, от автомобилей туда ставить, что-то их меньше, больше делать. Но я в Инстаграме кинул клич в сторис, и один из владельцев Super Tenere, Андрей парень, он с Харькова, с Украины, вот, он тоже ездит уже давно на Super Tenere, он мне помог в этом вопросе, я ему очень благодарен, он мне кинул ссылочку. Мой любимый, многоуважаемый Алиэкспресс, мои любимые китайцы, вот это вот фильтр оттуда. Вот, внимание, вот этот фильтр на Super Tenere китайский. И стоил он, вот я не знаю, сколько там, пару лет назад я их заказал, 3 штуки. Стоил он 300 российских рублей. Я их сразу 3 штуки заказал на 900 рублей. И вот один заменил, один в баке, вот я на 50 тысяч его заменил. И у меня выровнялись холостые, все стало четко. И 2 у меня еще запасных лежат. Поэтому где-то даже у меня есть ссылка на этого продавца. Если надо, найду, дам вам ее. И даже если не найду, поищите на Алиэкспресс, найдете. Короче, вот такая вот интересная штуковина, как можно сэкономить 30 тысяч рублей, а сейчас уже, наверное, все 60 этот бензонасос стоит. И вот заменить вот эту вот штуковину, и будет вам счастье, друзья. Поэтому вот такая вот еще есть тема. По сути, вот по запчастям, с которыми я сталкивался, я вам все рассказал, поэтому давайте бомбите свои вопросы. Час мы с вами уже трендим. Если надоел, можете меня прогнать. Я пойду. Так, кстати, насчет запчастей. Через Вильнюс тема сдвинулась на днях. Должны скинуть прайс, обязательно поделюсь. Давай, Илюха, но в любом случае, знаешь как, впрок-то мы покупать все равно ничего не будем. Ну, посмотрим, что там есть, что предлагают. Я на сегодняшний момент еще понял, что у меня, допустим, вот на тот же Super Tenere, у меня, по сути, на него там еще и колодки есть, и те, и передние, и задние, и сальники вон, и на кардан все сальники есть, и на вилку есть. Поэтому сейчас, по сути, каких-то таких моментов нету. Что надо, заказываю. Вот сейчас большой заказ я сделал на Мегазипе. Вот пару месяцев, 2 или 3 месяца назад я один большой заказ собрал. Я в него положил все для цепь ГРМ, натяжитель, успокоитель, башмак, которые не пригодились, новые лежат. Заказал 2 подшипника рулевой. Я уже как бы к концу сезона понимал, что мне нужно. Заказал все сальники на кардан. И заказал я там еще воздушный фильтр. Он, зараза, оригинальный, дорогой, но что-то там мне Мегазип скидку дал, и я думаю, ладно, черт с ним. Он там, по-моему, аж 2000 стоит, оригинальный фильтр. Но заказал, поставил оригинальный ямаховский фильтр воздушный, соответственно, вместе с ним. И у меня все про все, весь заказ вышел что-то там порядка, ну, чтобы не сбрехать, по-моему, 17 тысяч рублей. Или меньше, или я брешу.
Да, наверное, меньше. 12, по-моему, тысяч рублей. Это я что-то я переборщил. Ну, могу поднять историю. Ну, по сути, наверное, это не важно, потому что все равно курс все время меняется, и на момент вашего заказа цены могут быть немного другие. Но я еще, кстати, вот почему я не стал экспериментировать и заказал оригинальные подшипники на рулевую, потому что они стоили каких-то реальных денег. Ну, не космических, там, ни по 5, ни по 7 тысяч, а что-то там, по-моему, по 1500, по 2000 они стоили, вот эти подшипники. Ну, блин, за оригинал, я считаю, это вполне реальная цена. Опять же, при условии, что эти подшипники у меня отпахали 78 тысяч. Ну и пускай еще 78 тысяч за 2000 рублей отпашут, вопросов нет. Василий, у многих мотоциклов фильтра идут в сборе с насосом. Насосы там автомобильные и фильтра. Кстати, все насосы бенза не живут долго, если ездить на пустом баке. Как пустой это плохо для насоса и фильтров. Бак пустой это плохо однозначно, потому что это я еще эту притчу знаю, ну не притчу, это реальность. Я ее знаю со времен, когда я купил первую иномарку какую-то с бензонасосами они были, когда вот эти вот у Жигулей под капотом у тебя бензонасос, а у иномарок уже в баке. Почему? Потому что сама логика бензонасоса в баке, он же бензонасос качает все время, он греется. И бензин, который находится в баке, он его охлаждает. По сути, бензин в баке, он работает как этот теплообменник для насоса. Насос отдает свое тепло в бензин. И вот в жарких странах я точно знаю, что там, где постоянно жара, там бензонасосы на всей технике умирают быстрее, потому что они тупо не охлаждаются, потому что все горячее, бак горячий, машина горячая, все горячее. Он просто-напросто не охлаждается и работает на износ. С пустым баком нельзя, ну, нужно как можно меньше ездить с пустым баком, насколько это возможно. И зимнее хранение или просто долгая стоянка мотоцикла с пустым баком это тоже нехорошо, потому что у вас начинают на стенках образовываться всякие отложения, может ржавчина начать, все равно, пока бак полный, все стенки бака у вас в этой бензиново-масляной пленке, и меньше подвержены коррозии, отложению и всему остальному. Поэтому, ну, как бы вот совет такой, Василий правильно тему затронул, бак пустой держать точно не стоит. Так, Василий, Макс, привет, шлю ссылку тебе потом по запчастям, нужно в компьютере поискать. Ссылку по запчастям. Василий, ну давай ссылку, какую есть там, в WhatsApp кидай или куда, о чем ты говоришь, скинь, я посмотрю. Скинь, я посмотрю. Василий, расскажи, кстати, ты там закончил уже все свои серии про север? Сколько их вообще будет? Вот ты скатался на север окольными путями. Сколько ты планируешь вообще выпустить серий по поводу своей поездки на север? По-моему, если не ошибаюсь, уже вышли 3. Сколько их будет всего? Вот интересно мне знать. И вот, кстати, пока у вас нету никаких вопросов, у меня к вам вопрос. Я что-то никак, вот целый год я хожу вокруг да около, все думаю, снимать мне это или не снимать, вообще надо это на моем канале или нет. Просто проделана большая работа такая, ну, своими руками. Есть интересный результат, и хочется мне его снять, но что-то все никак, у меня настроения нету. Нужно или это не нужно на моем канале, скажите вы по поводу снять обзор, во-первых, на микроавтобус. У меня Hyundai Grand Starex, я его переделал в кемпер-вэн. Соответственно, кемпер-вэн для выезда на природу с семьей, для путешествий. Ну, прошу правильно понимать, не автодом. Не автодом, а именно кемпер-вэн. Вот. И у меня есть полностью переделанный прицеп, крепыш, который сделан под перевозку мотоциклов. Тоже чистый самопал, из обычного крепыша, сделан стентом и всем остальным. Вообще, что думаете? Запилить на это все видео или ну его нафиг? Будем, если уже на мотоциклетной теме развиваться, и не будем автомобиль сюда с прицепом совать. Но прицеп можно было бы, потому что, в принципе, по сути, за небольшие деньги собственными руками я сделал очень удобную вещь, которая и в хозяйстве помогает, и мотик возит. А вот по машине, конечно, вопрос открытый. Василий Ефремович, Север 8-9 серий, кажется. Потом Сибирь или Беларусь. Ну ничего себе, 8-9 серий.
Ты так много наснимал, Василий? Ну, посмотрим, посмотрим. Так, давай все про туризм, интересно. Хорошо, договорились, я тебя услышал. Сибирь и Беларусь. Вот по Сибири я твою пропустил, если честно. Я в том плане пропустил, я так и не понял, куда ты в Сибири ездил там. Помню, ты сгонял на север, и помню, как ты катался по Белоруссии. Там мы как раз собирались здесь на Кавказе. А про Сибирь я что-то не помню, куда ты там доехал. Так, Влад, прицеп можно, кемпер не в тему. Кемпер в путешественную тему. Он в путешественную, потому что я как-то Крым показывал, как с семьей путешествовал, и тогда я понял, что мне нужно из своего микроавтобуса делать все-таки кемпер-вэн. Ну, подумаю. Ну, честно, рука не лежит, что-то его снимать. Или потому что есть что снимать по мотикам, или потому что, может быть, на самом деле и не надо. Так, значит, Илюха, конечно, давай, аудитория разная, а технарям в любом случае интересно будет. Короче, свой зритель найдется. Ну вот, если честно, только с точки зрения технической я хочу показать, как за недорого можно на базе микроавтобуса сделать такую годную штуку для путешествий всей семьей, ну или в одиночку тоже мне кайфово на нем, когда я куда-то мотоцикл везу в горы. Я со своим кемпервеном и отдохнуть могу, и все. Ну, в общем, если успею я, потому что погода уже испортилась, по моим планам я должен был все это снимать летом, когда тепло и красиво, где-нибудь на природу его выгнать да снять. Но лето я потратил на то, что надо было тратить, на мотоцикл. А сейчас у нас дубак, если честно, вообще непонятно. Кстати, у кого в регионах какая погода? У нас просто какой-то трэш творится. Вот сегодня утром было 5 градусов, по-моему. Ну, вообще какой-то бред. Солнца нету, холодина, какой-то трындец. И вот буквально сегодня я листал там свои там воспоминания в Инстаграме. Ровно год назад, я в конце сентября, в начале октября катался в Чечне, в Дагестане, по перевалам по горным. Было так вообще офигенно, тепло. А сейчас там какие-то дожди, холодина. Что-то у нас климат сдвигается. Либо будет запоздалое бабье лето, на которое я, если честно, очень рассчитываю, потому что очень хочется еще покататься. Либо уже все трындец и, блин, беда, короче. Плюс 10 дождь. Ну вот, Илюха, у тебя в Ставрополе плюс 10 дождь, а у меня здесь ближе к горам плюс 5. В Архизе снега навалило, в Домбаях снега навалило. Холодина трындец просто. И ветер, вот Василий пишет, ветер, да, холодно, ветер, а ехать охота. Ну, ехать охота круглый год. Ну, просто когда уже снег лежит, как-то попроще. Так, Сергей Примак, привет. Да, записывай, смотрю все ролики. Класс. Сергей, спасибо, понял тебя. Так, вот Саймон Хорнет 900. Привет из Пятигорска. Привет, земляк, привет Пятигорску. Это соседи наши, близенькие. Можешь не рассказывать, какая у тебя погода в Пятигорске, такой же трындец, как и у меня в Кисловодске, ну, плюс-минус там 2 градуса вправо-влево, а так то же самое, беда. Ну, по сути, можно, конечно, еще кататься, но крайне это все неприятно. Когда все-таки сухо и чуть-чуть, ну, как бы температурка в норме, поприятнее. Вон, Калининград плюс 15, Калининград. В Калининграде я однажды был. В Калининграде кайфово. Я был в Калининграде и в Солнечногорске. Очень мне там понравилось. Правда, я был там, к сожалению, не на мотоцикле. Был я там, на самолете прилетал по работе. Ну вот Солнечногорск, Калининград так, как бы, ну, я там один раз был вечером, погулял по городу и все. А вот Солнечногорск прям очень теплые такие, хорошие воспоминания оставил. Очень крутой городишко такой и, ну, красиво, мне там прям клево. Вот Алексей Сидоров оттуда. Влад, у нас 16 с плюсом. У вас это где, Влад? Это где 16 с плюсом сейчас? Ждем баб и летом. Василий, как тебе не стыдно? Женатый человек. Скоро отец двоих детей практически. Какие бабы, Василий? Все, мотоцикл, дети. Забудь про баб. Это знаете как, когда такая погода, я всегда говорю, какие бабы, такое и лето. Поэтому что-то, видать, с бабами не клеится, и с летом тоже. А в прошлом году лето было бабье офигенное. Вот, возвращаюсь, повторюсь. Германия. В Германии плюс 16. Хорошо в Германии. Кстати, а вот подскажи, пожалуйста, Влад, как у вас сейчас в Германии ситуация по ковиду, по границам и все остальное? Илюха, беги к жене давай. Да у меня жена вон за дверью, куда бежать-то не надо никуда. Так, бабье лето. Как в Германии с ковидом уже, с ограничением, со всем остальным? Потому что, ну, все же мы грезим, что в сезоне
2022 года будут послабления. Я вот с многими разговаривал по поводу границы, по поводу всего остального, по поводу выезда. Вон Василий мне тоже говорил, что там надыбал тему, как, значит, придумать выезд за границу. И я знаю все эти темы, там можно и приглашение получить, и по работе вызов, и то, и все, и пятое, и десятое. Я в прошлом году, вам честно признаюсь, я думал об этом, думал о том, чтобы у меня друзья живут там, за границей, сделать какую-нибудь там левую штуковину, какое-нибудь приглашение или рабочую визу и получить этот шенген и поехать. Но знаете, в чем фишка, почему я не хочу этого делать? Потому что мы там, может быть, и обхитрим, грубо говоря, законодательство там этого Всемирного общества здравоохранения и как бы судьбу попытаемся надурить. Но я знаю многих путешественников, которые встревали в следующую тему. Они получали там этот шенген, получали возможность куда-то ехать, куда-то заезжали, и там начинался локдаун вообще жесточайший, и люди там застревали, люди вынуждены были оставлять там мотоциклы, улетать домой, там через 3 месяца потом туда прилетать, или вообще не было возможности прилететь, мотоциклы там зависали, что-то надо было придумывать. И вот как бы не хочется путешествия, знаете, как не должно быть на грани риска. Мы под с Илюхой, по-моему, эту тему обсуждали не раз, и вот есть такой знаменитый путешественник, был знаменитый путешественник Алексей Коровин, все вы его смотрели, да? И вот у него все какие-то путешествия, я вот смотрел, он, конечно, классно покатался, все супер, но вот у него все какие-то путешествия были, знаете, вопреки всему, вопреки, постоянно на какой-то грани, постоянно на каком-то вот пределе, ну и как бы все это вот печально закончилось для него, к сожалению. И мне кажется, все-таки путешествовать надо в кайф и тогда, когда надо. А вот эти вот все пытаться что-то кого-то одурачить, и в итоге, короче, знаете, как у меня один умный человек говорил, мой там более старший товарищ, он говорит, не пытайся никогда, говорит, дурнее себя найти, говорит, все равно не найдешь. Вот есть такая тема, поэтому не надо никогда вот с этим играться. Но это, опять же, лично мое мнение. Так, значит, Илюха, сейчас опять ужесточать будут. Вот Илья. Ну вот как бы все говорят, что будут ужесточать. Уточняй у меня, сводка каждый день свежая. Илюха, хорошо, буду у тебя. Лучше не рисковать, катаем пока по России. Мест много. Ну вот, да, Илюх, я с тобой полностью согласен. Вот Влад пишет, заехать можно, но вроде прививку надо. У Explosive Mike есть, он сейчас в Европу двигает на РТ. Посмотри в инсте у него в сторис. Ну, получается, он сделал прививочку, да, и поехал в Европу. Ну, как вариант, может быть, посмотрим, но будем, опять же, ориентироваться по границам. Я, допустим, знаю такую ситуацию, что уже, по-моему, больше 2 лет, ну не 2 лет, 1,5 лет, наверное, у нас есть здесь соседняя республика, Дагестан, и она граничит с Азербайджаном. И у меня в том еще году было желание из Дагестана прокатиться в Баку. И я вот в тот момент узнал, и там очень жесткая ситуация на границе, и там многие россияне застряли в Азербайджане, там чуть ли не год просидели, там кое-как вернулись на родину. И та же самая песня с азербайджанцами, которые зависли на нашей стороне, на российской, мы им там целый лагерь построили, какой-то палаточный, они там и зимой, и летом в нем жили, потому что просто-напросто их не принимала родная страна. Можно вот в такую вот беду залезть и встрять. Ну, посмотрим, конечно, как оно все будет. Так, Тарас Бицоев пропустил ситуацию. Тенерка на плановом. Прицеп, кемпер прицеп в тему, прививку и двигай. Ага, так, это, я смотрю, украинская мова появилась, да? Я так понимаю, Тарас с Украины. Тарас, привет. Ну, потом пересмотришь прямой эфир, я оставлю его в записи. Да, тенери на обслуживании. Сегодня вот полдня занимался, вот, говорю, руки в мазуте, менял подшипники рулевой. Много об этом рассказал, о том, какие подшипники заказал, откуда заказал, почему полез менять. Сейчас уже все хорошо, собрал, но пока не ставлю перья, вилки. Почему? Потому что хочу вилки сразу же заодно масло заменить там по диску по переднему. Да, тенери на плановом осмотре, пока на улице холодина. Поэтому, Тарас, потом пересмотришь, какие вопросы будут, ну, пиши в комментариях, я потом уже буду отвечать на все. А так, в принципе, довольно-таки подробно эту тему сегодня мы раскрыли. Так, Александр Ранчика, добрый вечер, Максим, смотрю все ваши видео, надеюсь сам сесть в седло и путешествовать хотя бы к 40.
Удачи вам и ровных дорог. Ну, дай бог, Александр, дай бог, чтобы так и было. Я вот тоже к 40 подбираюсь и не хочу слазить с мотоцикла, дай бог, чтобы и не пришлось. А вам желаю хоть и поздно, но все-таки ступить на эту правильную и нужную дорогу мотопутешественника. Так, вот Влад из Германии пишет, я был в этом году в Албании на гусе. Для границ делал тесты. Ну, ковидные тесты, они, по-моему, на двое суток, да, на двое суток только рассчитаны. Ну, по сути, да, по сути, если очень сильно хочется и ситуация жесткая не будет, то можно всем привиться, вообще всем, что есть, там, российскими, зарубежными, попрививаться к чертовой матери, все эти сертификатами обложиться, вот прям на лобовое стекло их понаклеить и ехать, если вот прям сильно надо. Но вот как сказал Илья, в России есть что посмотреть, и мне кажется, что нам нужно, знаете как, любую ситуацию можно повернуть в то и в иное русло, и надо нам все это расценивать во благо. Так, может, всегда хочется посмотреть, что там, а так вот у тебя есть необходимость смотреть, что здесь. Может быть, мы больше свою страну посмотрим и больше про нее узнаем. Илюха, короче, если у нас не получится с тобой рвануть на Памир в следующем году, значит, будем вострить лыжи на Байкал. На Байкале тоже можно посмотреть что-нибудь и ехать туда долго и клево. Поэтому куда-нибудь 100% поедем. Так, Илья, Влад, ситуация нестабильна, очень быстро меняются требования, лучше потерпеть. Ну, Влад живет за границей, все-таки он внутри шенгенской зоны, и я думаю, там немножечко попроще все. Все-таки он гражданин Евросоюза, насколько я понимаю, да, и в любом случае для него, наверное, чуть-чуть другая система, хотя я глубоко в это не вникал. Ну, по сути это все и не, мы сегодня и не об этом говорим, это я что-то тему затронул, это ну ее нафиг. Мы все равно все узнаем, нам всем все расскажут, и если границы закрыты, развернут нас обратно, поедем домой. Вот. По поводу запчастей, друзья, я надеюсь, мы с вами сегодня продуктивно поговорили, особенно продуктивно в части супертенере. Кто, поедем, а куда весной узнаем. Василий правильно говорит. Так, кто откуда запчасти заказывает, ну, не посчитай, не потрудитесь, скиньте потом под это видео, все в комментариях, скиньте ссылки, кто где заказывает какие запчасти. Я уже закрепил ссылку на Мегазип, потому что в последнее время все заказываю там. Вы, соответственно, кто откуда что заказывает, Василий, поделись, будем только тебе рады и признательны, не только я, но и все ребята, которые сейчас смотрят и еще, дай бог, посмотрят. Кстати, у нас интересно, у нас целый час было там порядка 10-12 зрителей, сейчас 23 зрителя аж, люди подключаются, видать, время удобное для всех, поэтому думал завершаться, но если есть еще вопросы, давайте накидайте вопросов, потому что я свой, скажем так, контент-план на сегодня расписан и исчерпал, все вам рассказал, но с удовольствием с вами бы потарахтел по поводу того, что интересно вам. Соответственно, если у вас есть вопросы вообще любые по запчастям, по обслуживанию, давайте. Чем смогу, поделюсь с вами. Ну или вообще по поводу будущего нашего с вами, моего канала, на то творчество и все остальное задавайте, посмотрим. Так, значит, Иван, Максим, привет. Сегодня не успел на эфир, буду смотреть в записи. Иван, ну, по сути, если ты это пишешь, значит, ты еще успел. То, что ты не увидел, ты посмотришь. А то, что ты видишь, задавай вопрос, с удовольствием ответим, повторюсь. Так, да, я бы с удовольствием рванул в Казахстан, мечта, уже второй год откладываю, корона мешает. Корона всем мешает, Влад, и все направления многим пообломала. Такие есть смельчаки, вот как там Explosive Mike, еще там я одного парня знаю, тоже мы с ним общались, он там через Грузию рванул в Турцию. Ну, в общем, все это пока, знаете, такие полумеры, это как безалкогольное пиво и резиновая женщина. Все равно чуть не то. Хочется все-таки быть немножечко свободнее в путешествии и кайфовать от всего. А не вот этот, знаете, красться, как обгадившийся котенок, там, пытаться кого-то что-то надурить. Все-таки не то. Все-таки не то. Вот. Значит, Казахстан очень хотим на Памир. Хотим на Памир. Вот мы с Илюхой планируем, дай бог, все откроют. Василий, резина. Резина, Василий, кстати, по резине, по анласу, то, что я вам очень много показывал, и еще покажу, потому что у меня сейчас вот там вот в сторонке лежит комплект на обзор. Зимняя резина от анласа. Интересная такая тема, Winter Grip 2.
турки производят зимнюю резину, но, чтобы вы правильно понимали, это не шипованная резина и не резина, на которой можно ездить всю зиму. Это резина, рассчитанная на осень глубокую, чтобы на ней ездить по асфальту, по холодному, по жиже, по слякоти, и его, может быть, чуть припорошенную снегом. В общем, резина сделана как автомобильная липучка, вот, чтобы долго вам ничего не рассказывать. Я думаю, по чистой в зиме, вот по гололеду, конечно, вы на ней не поедете, потому что единственное, на чем можно ездить на мотоцикле, это на шипах металлических, причем вот на таких желательно. Вот. Но при условии, вот я долго думал, где мне протестировать эту резину, у нас на Кавказе можно, но у нас как бы зима налетела, у нас везде зима. Мне кажется, идеальный был бы вариант протестировать эти покрышки где-нибудь в Сочи. Вот один парень уже мне отписался, я кидал клич в Инстаграме, он предложил установить эти покрышки на DRZ. DRZ-400, как у меня, только модификация SM, супермото, там как раз в таком размере. И было бы очень круто обуть их внизу в Сочи, там, где постоянный плюс, по сути, и на них катануть по Сочи, по картодрому покататься, и потом рвануть на них на Красную Поляну. Чем выше, тем холоднее дорога, тем больше снега. Посмотреть, как эти колеса ведут себя вот на таких вот разницах температур. Если все сложится, я бы хотел вот такой тест-драйв смотаться в Сочи, отснять, подарить ему эти колеса, увезти с собой вот такой интересный полезный контент. А по поводу того, когда она будет завозиться в Россию, пока у меня информации нету. Мои друзья, которые ведут переговоры с турками и, по сути, прислали мне эти колеса на обзор и хотят их завозить в Россию, вот буквально 2 дня назад я у них спрашивал, потому что понимал, что будет прямой эфир и, возможно, будут такие вопросы. Я говорю, ребят, какая ситуация по резине? Они говорят, вот то, что мы планировали, мы туркам заказ выставили, как бы, они готовы его исполнить, но так как берем пока немного, говорит, пока берем на пробу, чтобы прощупать российский рынок, турки выставляют очень там дорогую цену логистики. Соответственно, резина сюда придет, будет стоить дорого, будет стоить как там топовые бренды, кто ее будет брать? Все пойдут, соответственно, за эти деньги купят там Мишлен или еще что-нибудь, или Пирелли. Они же хотят ее привести так, чтобы она была конкурентопригодна по цене, и пока ведутся там с турками, торгуются, короче, они с турками по поводу цены на резину, по поводу цены на логистику, чтобы эти колеса в России стоили каких-то реальных денег. Поэтому ничего пока что конкретного сказать не могу. Но если вот прям совсем буду знать, что все, тема закрыта и шансов нету, ну тогда об этом скажу. Но в любом случае, рано или поздно, я думаю, договоренности будут достигнуты. Тут еще вот, ну, корона очень сильно, опять же, на все влияет, потому что не вся логистика работает, не в полном объеме она работает. Многие логистические компании поднимают цены из-за этого всего, из-за границ. Поэтому идет удорожание искусственное на все. Но мне бы очень хотелось увидеть эти колеса в России, потому что вот 3 комплекта я тестировал, сейчас буду тестировать 4-й, все они разнонаправленные для разных на мотоциклов, но они все офигенные. Все они офигенные, нет вообще никаких нареканий на резину, очень качественная, очень интересная. Сегмент, вот именно линейка не такая широкая, как у того же Митоса, но все сделано очень качественно. Поэтому очень надеюсь на то, что они в России появятся. По резине, короче, такая тема. Так, сколько за этот сезон намотал в километрах? Сейчас попробую так, чтобы не сбрехать. Ну, вот точно не скажу, надо смотреть там записи, какие-то историю, но знаю, что подождите, сейчас скажу. Я 3 раза менял масло, и скоро мне менять 4-й. Я меняю раз в 5000. Соответственно, я поменял на 75. Сейчас у меня 78. Вот скоро будет 80. Я надеюсь, что в этом сезоне еще 2 тысячонки я тут по Кавказу добью. Менял на 75, на 70 и на 65. Соответственно, этот сезон, вот, вспомнил, этот сезон у меня начался 64 тысячи километров. Соответственно, 64,6 и сейчас 8, 12 тысяч. 12 тысяч я за сезон, 14 тысяч. 14 тысяч я за сезон накрутил. Если добью еще 2, будет 16. Ну вот, короче, грубо говоря, нет, если добью, то будет 20. Короче, 3 замены масла были, это 15 тысяч километров. И еще 3, получается 18. 18 тысяч километров я уже проехал в этом сезоне. И если проеду еще 2, будет 20. Будет офигенно. Короче, хорошо. Этот сезон очень хорошо я покатался. Но сразу Абхазия была, сразу туда-обратно смотался. Там двушечка, или 2,5 или 3 тысячи я накрутил.
по-моему, 2,5. И потом был север почти 8 тысяч, там 7 700 или 7 800, сразу север дал. Поэтому в этом году очень хорошо я катанул. И тут было очень много коротких поездок. И в Краснодар мотался, и в Ставрополь несколько раз мотался. И тут по местности много поездил на работу. Очень часто ездил, чуть ли не каждый день. Поэтому почти 20 тысяч в этом сезоне. Я считаю, хороший показатель. Но эти 20 тысяч на супертенере дали, ну, чуть меньше, дали мне большой минус дали мне вот на Suzuki DRZ 400. Я на нем 2 или 3 раза выезжал, тут вокруг города прокатился. Вообще на нем не катался. Может быть, если будет все-таки то бабье лето, о котором мы говорим, есть у меня на него планы на пару перевалов. Ну, это тоже немного, но тем не менее надо мотоциклу дать подышать, потому что он стоит. Я вот только этой интеллектуальной зарядкой аккумулятор поддерживаю в должном состоянии, чтобы он не развалился. И все. А так мотоцикл стоит. Ну, задница одна, мотоцикла два. Соответственно, если тут хорошо катаешься, там не катаешься. В прошлом сезоне было наоборот. В прошлом сезоне я вам снял видео, как я поехал в начале сезона на Джилусу. И у мотоцикла было 60 тысяч пробега. И в конце сезона у меня было 64 тысячи пробега, с которых я и начал этот сезон. По сути, вот на этом мотоцикле в прошлом сезоне я проехал всего 4000 километров. Очень мало. Смотался в Дагестан и все. Зато на этом в сезоне 2020 года кучу перевалов, куча ночевок в горах. Кучу раз я катался на нем, и на Эльбрус заезжал, и, ну, и на Хурлакёль мы ездили. В общем, на этом было много. Поэтому, как-то, видите, так, все циклично. 2020 год было много эндуро, мало тяжелого эндуро. В этом году было побольше путешествий, но зато поменьше него. Ну, как бы все нормально, все как бы все разнообразие это лучше всего. Вот, так, значит, поехали дальше. Значит, Илюха, про Памир насчет резины не думал. Илюха, про Памир я все уже по поводу резины придумал. Значит, у меня два варианта. Если это будет, ну, если анласа в России не будет на тот момент, когда мы поедем на Памир, то будет следующая тема. Я обую на супертенере Е07, без плюса, обычную, и поеду на ней до Туркменистана. И там вот, где, соответственно, участок будет дороги плохой, то я планирую поставить Е10. И уже пройти это все на Е10 и обратно уже, возможно, на Е10. Ну, идеальный вариант был бы такой, что на потертой резине туда доехать, может быть, это будет Е07+, может быть, Е07, туда доехать, там обуться на Е7, на Е10 и на Е10 уже валить обратно. Если в дороге где-то будет заканчиваться, ну, заказать там транспортной компании еще колеса и переобуться, ехать домой. Если же будет анлас в России, то будет немножечко по-другому. Я очень хочу протестировать ту покрышку, на которой еще не ездил, это Capra R. Это которая такая, в общем, 80/20, 80 асфальт, 20 бездорожья, в основном для асфальта. Я бы на ней поехал все асфальтные участки, а вот именно на Памир я бы обул, вон они наверху у меня лежат, я же их оставил. Это Capra X, самая злая, на которой я переходил перевал, я на ней прошел всего 600 километров, практически новые колеса. Они у меня лежат, ждут вот поездочку куда-нибудь, там, где они реально будут работать. Я бы сделал так. А если же этот вариант не будет реализован, то поеду на Митосе, как я уже и сказал. Так, что дальше? Ты знаешь канал Вавикон? Я у него в WhatsApp-группе в Германии. У нас и Андрей канал Forest XR37. Не знаю таких каналов, честно. Признаюсь вам искренне, у меня очень мало времени смотреть другие каналы, хотя я порой этого очень хочу. Есть очень интересные видео, люди катаются в те направления, в которые я, допустим, я бы с удовольствием посмотрел, но мне реально тупо не хватает времени. Я когда залипаю на чьем-нибудь канале, начинаю смотреть, мне становится стыдно, думаю, блин, у меня у самого ничего не выходит, куча материала лежит, и я как бы все бросаю, иду монтировать свое. Ну, не знаю, наверное, как-то я вот, короче, не могу я найти времени на то, чтобы смотреть другие каналы вот в том объеме, в котором бы мне хотелось. Наверное, это упущение с моей стороны, но с другой стороны, я
как бы свое видео делаю и выкладываю. Поэтому тут как бы, наверное, чтобы смотреть больше интересных видео, надо меньше делать своих или вообще не делать и полностью, соответственно, черпать информацию от других людей. Но у меня как-то вот не получается. Поэтому многих я могу и не знать. А кого-то могу знать вполне поверхностно. Так, на Памир надо Heidenau К-60 брать. По крайней мере, немцы ставят из Германии и обратно хватает. По поводу Heidenau К-60, я знаю, что многие ее любят. Я ездил на этой резине, она мне не понравилась. Я считаю, что Heidenau К-60, она вообще не работает по оффроуду, а особенно по сыпучему. Вот у нас на Кавказе я ее брал комплект, откатал его, все, и он мне не понравился. Я потом с Heidenau ушел на Митас похожего рисунка, и он мне понравился намного больше, и Heidenau как-то мне не зашло. Возможно, это были тогда первые какие-то покрышки от Heidenau, и они мне показались пластмассовыми, и они очень плохо держали как и бездорожье, так и асфальт. Короче, они мне ни там, ни там не понравились, и я на них плюнул. Возможно, сейчас Heidenau уже переработал свои покрышки, потому что я очень много вижу путешественников, которые, ну, долго и круто путешествуют, и они ездят на Heidenau, ее хвалят. Как бы мои ощущения от Heidenau, которую я тестировал, ну, лет 10 назад. Да, как раз вот я взял мотоцикл тогда только Супер Тенери, и я искал покрышки двойного назначения, на которых я буду кататься, и один из первых комплектов, который я поставил, был Heidenau, он мне не зашел, и я ушел тогда на Митас. Потом работать с ними начал, но это уже другая история. Так, Илюха, комплект запасной нужен на пустыню. Илюха, ну вот я же тебе говорю, если я пойду на гладкой резине, переобуюсь вот на злую, у меня, по сути, я куда дену? Я-то заднее колесо с собой повезу какое-то запасное. Ты имеешь в виду, если ты пробьешь колесо, да? Ну, Илюх, это мы все еще обсудим. Знаешь как? Давай дождемся открытия границ. А потом мы решим. В один определенный момент, когда ты куда-то собираешься, нужно понимать, что есть вещи необходимые, а есть вещи вторичные. Вот как ты мне написал, что ты собираешься брать с собой 4 канистры. 2 канистры на топливо, 2 канистры на воду. Ну, ты вообще представляешь, что если ты повесишь 4 канистры по 5 литров, это 20 литров, это 20 килограмм. Ты повесишь себе покрышку, ты повесишь себе, ты по-любому должен взять палатку, спальню, то все. Ты представляешь, сколько будет весить твой мотоцикл? Да ты вообще нигде на нем не проедешь, он у тебя в любом песке застрянет, и ты его хрен потом оттуда вытащишь. Поэтому нужно тоже как-то, не борщить. Потому что перегруз это тоже нехорошо, и не только потому, что там может что-то сломаться. Супертенери крепкий мотоцикл, его можно сильно грузить. Но нахрена все это тащить? Нужно взять необходимый минимум. Вот. А в любом случае на Памир, вот, допустим, хоть я и приверженец одиночных путешествий, и по сути я понимаю, что и Памир можно в одиночку пройти без всяких проблем, кучу людей его проходили. Но вот именно Памир почему-то у меня такое, знаете, такое благоговение определенное вызывает, этот перевал на высоте 4600 или сколько там, 4300 он. И все-таки туда я хотел бы поехать с компанией, ну хотя бы в 2 человека, чтобы был как бы напарник, который тебе поможет или ты которому поможешь. Вот, поэтому, Илья, если ехать даже на 2 мотоциклах или более, ну, я думаю, сверх как-то обезопасивать себя смысла нет. Если в одиночку туда лупить или вот там куда-то на Дальний Восток лупить, то да, наверное, нужно и покрышку брать, и то, и все. А так нормально все, проедем, все будет нормально, не переживай. Подчинимся. Самое главное, побольше изоленты взять, серебристого скотча и стяжек пластиковых, и все починим. Так, Иван Иванов пишет. Так, вот Тарас, аптечку обновлял. Тарас задает вопрос. Вообще, стоп. Я перескочил, извиняюсь. Так, комплект запасной. Потом Иван. Путешествие на Памир – это, наверное, один из самых классных маршрутов. Но не слишком ли там сейчас опасно в свете событий в Афгане? Да нет, там не опасно. Слушай, ну Афган Афганом, Туркменистан Туркменистаном, там, ну, вы поймите, что все то, что вам показывают по телевизору, революции, как кто, Ленин, по-моему, говорил, или кто, или революции совершаются в столицах. На окраинах, в горах, в поселках никто революции не делает. Революция – это политика.
Ваххабизм – это политика, это, ну, это деньги, это вообще не имеет ничего общего с обычной жизнью. Все эти ситуации, Азербайджан, Армения, Россия, Украина, вот у нас постоянно какие-то качели. Это же не обычные люди, это же политики, там что-то делят, какие-то финансы, какие-то территории. Обычные люди, оно им нафиг все не надо. Да, есть какие-то определенные районы, куда лучше не соваться, где там это все переросло в боевые столкновения. Но Памир – это территория Туркменистана, она рядом с Афганистаном. Ну, Туркменистан это же не тоже какое-то там затухлое село, у них как бы и свои силовики есть, и все, и они свои границы наверняка охраняют. Ну, в любом случае, когда куда-то едешь, нужно узнавать политическую обстановку там и все остальное. Но я думаю, нужно дожить до лета и посмотреть, какая будет ситуация. И опять же, я не смотрю лично телевизор. Ну, стараюсь его не смотреть, потому что, ребят, ну то, что вам показывают по телевизору, разделите это на 2, а потом то, что получится, еще разделите на 4, и потом еще подумайте, кому это все было интересно. Эта информация, не надо ею жить, это 100%. Особенно информацией российского телевидения точно не надо жить, это я вас уверяю. Живите лучше интернетом, вон, общением, вот таким живым. Вот я, допустим, вот общаюсь сейчас с человеком с Германии, и вот, ну, мне его ответы намного важнее и интереснее, чем то, что мне про Германию расскажет второй канал или первый. Ну, это полная чушь будет. А вот тут как бы я реально получаю информацию, и вот, ну, нужно поехать, порох понюхать, и потом уже делать какие-то выводы. Так что я вот, ну, лично я так считаю. Я ездил, когда в Карабах, мне тоже говорили, не езжай, там стреляют, там, ай, ой, 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 ой. И в Абхазию не езжай, в Карабах не езжай, никуда не езжай. Везде ты едешь, везде нормальные люди. Если, конечно, ты едешь с какими-то там политическими э, амбициями, какими-то флагами размахиваешь, кому-то что-то пытаешься доказать, ну, скорее всего, ты найдешь себе геморрой на задницу. А если ты едешь путешествовать, и тебе вообще пофигу на всю политику, да я тебя умоляю, везде все нормально будет. Ну, конечно, не надо там к талибам соваться в Афганистан, и все будет нормально. Пересекать границу. Так, Илюха, пока вроде тихо, будем мониторить. Лишние риски, конечно, не нужны. Да, все правильно, лишние риски не нужны, но он или есть источники информации, я думаю, более-менее достоверные. Мы, если что, перед выездом а, выясним это все. Вот, Тарас, до твоего вопроса добрался, аптечку обновлял. Что ты имеешь в виду, аптечку ли обновлял? Уточни, пожалуйста. Аптечку я каждый год перебираю в мотоцикле, потому что помимо там бинтов, жгутов и перекиси, есть еще всякие препараты, таблетки, которые нужны в дороге, поэтому я все время все обновляю. И у меня вообще 2 аптечки я с собой всегда вожу. Одна такая маленькая, которая у меня вообще всегда с собой в машине, она у меня в сумке, на работу, она уже везде со мной путешествует, потому что есть у меня там голова заболела, живот заболел, там есть определенные лекарства, которые я принимаю, они вообще всегда со мной. А в мотоцикле еще лежит большая аптечка такая, где именно такие вот перевязочные материалы, не дай бог на случай, если кто-то где-то поцарапается, потрется, там перекись, бинты, жгуты, такие вещи, которые вот экстренно, возможно, в дороге кому-то могут понадобиться. Ну или мне, или не дай бог кому-то. Вот, так, значит, Иван, расскажите, как видите маршрут по Памиру от Душанбе к Ошу или наоборот от Оша? Я вообще, когда думал о Памире, я видел такой маршрут, что зайти через Казахстан, Туркменистан и спуститься вниз и на Ошу уйти, ну, перейти Акбайтал и потом туда подняться, пройти именно по границе с Афганистаном, который нас сейчас так пугает, вдоль вот этой вот реки, как она, Пянш называется, или Тянш, как она, не помню, вот этой вдоль реки, по низу, по низу, по низу, подняться на Акбайтал, выйти, я уже не помню там все эти названия, вот, Оша, по-моему, города, и потом оттуда уйти через Монголия там, да, или что, уйти в сторону Байкала. Я очень хотел именно большой круг сделать, потому что уйти так далеко в Азию, и для того, чтобы обратная дорога была интересная, нужно возвращаться либо Казахстаном, посмотреть Казахстан, да, а там чуть правее, выше еще озеро Иссык-Куль, его бы посмотреть, тоже интересно. А если уже туда выше, правее уйти, ну,
уже подняться бы до Байкала, блин, и вообще там как раз Монголию захватить, вообще очень круто было бы. Улан-Батор там посмотреть. Ну, короче, там есть что посмотреть. И я вот именно видел вот так вот прям опуститься максимально в Азию и уйти прям по границе Таджикистана, подняться и потом выйти уже в Россию аж здесь, аж вот здесь вот за Уралом получается, и вернуться по российской части тоже было бы интересно. Ну, либо по Казахстану вернуться, либо по России. И такой маршрут был бы прикольный. Но опять же повторюсь, я конкретного маршрута никуда, в принципе, не строил. У меня сейчас вот есть конкретно выстроенный маршрут по Норвегии, потому что я еще, ну вот вообще норвежский континент, потому что я в 2019 году, я был уверен, что в 2020 я поеду, и у меня прям доскональный маршрут был сделан. И он так и висит у меня где-то записанный, все там точки, которые я хотел пройти. А Памир у меня пока что как такая некая точка, которую я должен пройти, а как я туда пойду, я буду решать с напарником или с напарниками, с которыми поеду, потому что, повторюсь, на Памир я хочу поехать компанией. Ну вот есть у меня такое, знаете, как чуйка, я всегда ориентируюсь на нее, как вот кто меня уже не первый день смотрит, вы видели, да, как в этом году я выехал на север, проехал 500 километров, потом вернулся. В фильме все это будет, я расскажу свои ощущения, я расскажу свою вообще философию жизни, почему я принял такие решения. И вот как тогда я принял решение не ехать, а вернуться домой, так и сейчас я вот сколько лет думаю о Памире, не первый год, я понимаю, что вот, ну, в Норвегию я готов поехать один и куда-то даже в другие такие более отдаленные от цивилизации места я тоже готов поехать один, но вот именно Памир и Азию мне хочется пройти с кем-то, ну, с какой-то компанией. Поэтому будем вместе с теми людьми, которые к тому моменту будут готовы на это путешествие, будем вместе кубатурить и будем вместе думать о маршруте совместном. Так, Алексей Гоненко, всем привет. Алексей, привет. Привет, Алексей, как дела? Рад, что ты присоединился. Это Алексей. Вот это еще один человек, с которым мы знакомы не только онлайн, но и офлайн. Спасибо тебе, что ты туда приехал. Как у тебя дела? Расскажи. Так, Василий Ефремов. Папирус Е07 плюс и на Памир Папириус. Папириус, что за Папириус? Митас, наверное. Митас Е07 плюс и на Памир хватит. Ну, по сути, может быть и хватит, но Е07 плюс мне не зашла, она мне не нравится. Я дотру этот комплект и больше не буду, скорее всего, на ней ездить. Так, Сергей Примак. Рекомендации по моту. Хочу купить Тенери с пробегом. Какого года лучше и с каким пробегом? Расскажите, на что обратить внимание при покупке. Сергей, лучше максимально свежего года с минимальным пробегом. Это всегда лучше. Ну, тут как бы гадалки ходить не нужно, все очень просто. Я вам рассказываю вот уже 10 лет про этот мотоцикл. Этот мотоцикл 2011 года, и у него пробег почти 80 тысяч, 78 тысяч. Если объективно смотреть на вещи, при наличии финансов круче брать, конечно, уже обновленный Супер Тенери, который ZE, у которого электронные подвески, у которого переработанный двигатель, там другой натяжитель, другая корзина, как они говорят, по-другому настроенный впуск-выпуск. Вот. Но он, соответственно, будет стоить дороже денег. И тут в первую очередь при покупке Супер Тенери, давай так вот, Сергей, я тебе дам такой совет. Супер Тенери офигенный мотоцикл. Что эта версия, что ZE. Соответственно, ну, новее версия, она интереснее, лучше, больше электроники, есть круиз-контроль, есть много всяких фишек. Дальше ориентируйся по своим деньгам. А на что обратить внимание? Я всегда говорю так, по мотоциклу видно, любил его хозяин или нет. Все очень просто. По мотоциклу видно, если он какой-то грязный, ржавые болты какие-то, он где-то там зачуханное что-то, ну, соответственно, он где-то валялся, и хозяин его особо не любил. Если, ну, хозяин его любил, он будет в хорошем состоянии. И ты это увидишь. Поэтому, ну, в первую очередь определись, на какую ты цену ориентируешься. А так, конечно, никто не отменял ресурс. Ресурс любой техники никто не отменял, поэтому чем меньше пробег, тем лучше. Это 100%. Вот, Илюха пишет, 2011 год, смотри, еще то их сложно убить. Ну, как бы да, вот наши мотоциклы, вот практика показывает, что... Ну, Илюха, я с тобой не согласен, убить можно все, что угодно. Я встречал людей, которые вот эти
первые супертенеры, и спицы им там загинали, и вилки у них там сгибались, и что они только не делали, и моторы ложились. Ну, как бы с дурной головы их хрен поломать можно, знаешь, как говорят. Поэтому тут все очень субъективно. Если любить мотоцикл и, по сути, я же на нем не езжу по кафе, я на нем путешествую. Просто другой вопрос, что я его не насилую. И когда я вижу, что дорога трешак, там, я там застряну, перевернусь, ну, как бы я туда не еду, я стараюсь как-то объехать, что-то как-то. Ну, я и на нем и застревал, и падал, ну, как бы он в прекрасном состоянии, просто, ну, все хорошо в меру. Если беречь, мотоцикл много пройдет. Вадим Климов пишет: Максим, приветствую. Вадим, тебе тоже привет. Вот Сергей пишет: покупать буду в ЕС. Слушай, ну если ты будешь брать его в ЕС, там, скорее всего, пробеги будут не скрученные. Смотри, ну опять же, смотри по деньгам, смотри по деньгам. Если денег побольше, ну ищи посвежее, соответственно, посвежее, с электроникой, с подвесками, там, со всеми делами. Если не планируешь много денег тратить, бери, вот в каком-то обзоре я слышал, что переходной вот этот какой-то год был 14 или 15, когда они с версии Z переходили на ZE. И вот там вот вроде какой-то один год не очень хороший, потому что он какой-то, короче, такой сырой был. А потом уже там с 16 года или когда пошло все нормально. По-моему, если не ошибаюсь, я это слышал в обзоре, вот «Одинокий волк» есть канал. Там человек очень много рассказывает про тур-эндуро, говорит, что он на них много ездит. Себя не показывает, в основном показывает мотоцикл, и об этом рассказывает. И вот у него есть обзор про тур-эндуро, он про него очень четко все сказал, что это мотоцикл для дальних и долгих поездок. Вот. Поэтому ориентируйся на свои денежки, и, по сути, все будет понятно. Так, значит, чик-чик-чик, покупать есть. Василий: масса – это зло. Василий, да, все правильно, масса – это зло, и вот я думаю, ты убедился в этом году, пересев на гуся, что вес имеет значение, и даже маленькая прибавка в весе уже меняет вообще весь твой кругозор твоих путешествий и все вообще возможные для тебя маршруты. Так, Влад, я в этом году ставил Медзеллер Каро 3, задний баллон, 4500 километров кончился. Нифига себе 4500. Хо-хо. Он держит, но держит неплохо. И там, и там. Меня в Албании на Тхете выручил. Ну, 4500 это прям совсем мало, особенно для туризма. Ну вот в этом году я катался на Е07 плюс и сейчас на ней. Соответственно, у меня задний баллон Е07 плюс прошел 9000 километров. Я его снял. Причем я его снял не полностью лысый. Он мог еще пройти 1000, может быть, 2. Но я оказался в Санкт-Петербурге, я ехал домой, до дома было 2300. И, короче, я понимал, что я буду валить. Так оно и получилось. Я 2300 прошел за 28 часов. Такой новый рекорд личный установлен. Я в Инстаграме это показывал, рассказывал. Вот. И ну, вот Е07 плюс ходит червонец, и это неплохо. Это вполне неплохо. А 4500, ну, блин, маловато. Я на Митас Е10 в 2013 году отсюда доехал до Чехии. Я прошел, если не ошибаюсь, 4000 километров, и он стерся наполовину. Соответственно, я мог еще где-то 4 пройти. Это Е10, это шашка голимая. Вот, поэтому что-то прям совсем мало, причем при условии, что Медзеллер, ну, наверное, не дешевая резина. Не знаю, не пробовал. Так, Илья Сычев. Тарас, наверное, имел в виду техническую аптечку. Техническую аптечку, которую с собой вожу. Ну, кстати, у меня прямой эфир, и мы там с вами говорили о том инструменте, который я вожу с собой. Ну, по сути, я каждый год его как-то обновляю, но в основном там что? Там предохранители, там это ремкомплект тросиков газа, если вдруг что случится, там изолента, стяжки, инструмент. Ну и когда далеко куда-то еду, иногда беру с собой сальники, вилки и карданы, хотя понимаю, что ну прям очень сильно должно все начать течь, чтобы я где-то в путешествии заморочился, вот прям на разбор, прям должно хлестать, наверное, масло. А так просто так для успокоения с собой возишь, а по факту потом все дома ремонтируешь. Ну, вот как-то так. Только если прям масло будет выливаться из кардана, и ты будешь понимать, что ты на сухом кардане есть, тогда, наверное, ты начнешь его разбирать. А пока оно там потеет и капает, да и хрен с ним. Так, Василий. Эх, если так холодно будет, то пора стрим делать с чаем.
А ты где смотришь стрим, чувак, скажи, пожалуйста? Я вообще всегда с чаем или с кофе, потому что, ну, болтать 2 часа, связочки устают и пить что-то надо. Я, кстати, этому научился еще давным-давно. У меня ну, пару лет назад у меня там работа, связанная с болтовней, и у меня было очень много публичных выступлений, которые длились час там и больше, и я научился тому, что нужно постоянно пить. И почему вот всем выступающим всегда на трибуну ставят воду, потому что голосовые связочки начинают садиться, и водичку надо пить, когда много болтаешь. Поэтому всем любителям провести стримы, поболтать, Василий, тебе в частности советую всегда под рукой воду держать, воду, чай, что-нибудь. Вот. Ребята, всем удачи, хорошей, теплой осени. Увидимся на дороге. Василий, пока, спасибо, что зашел, поддержал. С тобой мы все-таки в этом году так и не увиделись, хотя ты обещал. Поэтому давай, либо ты ко мне, либо я к тебе, доехать обязательно нужно. Все, спасибо, что был. Так, Алексей, значит, какие даты на Памир? Я бы съездил в следующем году. Все норм, скучаю по дальним путешествиям, катаю локально. Алексей, все скучаем. Мы вот тут сегодня еще говорили о том, что и погода подводит, и беда. Какие даты на Памир? Вообще мы их еще не, как бы не обсуждали, но в любом случае Памир, он либо в начале сезона, либо в конце, но лучше в начале, потому что в конце можно попасть на непонятную погоду, может резко начать холодать и можно встрять. А все-таки, когда выход уже из холода в тепло, он более стабилен всегда, и я думаю, это июнь. Вот прям весь июнь взять отпуск и вот недели три, я думаю, если вот так вот коротко, запланировать на Памир. В начале июня стартануть, конец мая, начало июня стартануть, это уже тепло, не жарко, и мы туда приедем, там еще не будет сумасшедшей жары, она ближе к июлю там начинается, под 40 и днем, и ночью, поэтому я вижу на Памир это июнь месяц. Вот. Ну а там, конечно же, все будем еще состыковываться, решать, ну как бы общим собранием, тайным голосованием будем определять и даты, и все. В любом случае понятно, что когда я еду один, ну я сам на себя ориентируюсь, когда мы поедем компанией, мы будем уже к какому-то общему знаменателю приходить. Так, Иван Иванов. Максим, а не рассматривали вы маршрут в горы Шотландии? Я смотрел несколько видеоблогов, там тоже красивейшая природа, особенно для путешествий на мотоцикле. В горы Шотландии нет. Не рассматривал, признаюсь честно, очень много интересных горных направлений есть у меня в голове. Это места и в Турции есть интересные, есть знаменитая трасса Транс-Фаграсан в Румынии, на которую бы я очень хотел попасть. Бывал я в Украине, в Закарпатье, там тоже очень красивые места. По миру очень много горных перевалов. Вот Норвегию, когда я рассматривал, там тоже Трольстингер есть трасса интересная. Вот. А вот Шотландию, если честно, не смотрел. Но, признаюсь честно, нынешнее мое положение, связанное с семьей, с работой и с вложениями финансов в недвижимость, я вам неоднократно говорил, что я строю байк-отель здесь у себя. Хочу, чтобы ребята, путешественники, приезжали ко мне в гости, чтобы жили не абы где, абы у кого, а у человека, который понимает, что им нужно. Мало того, что рад их встретить, еще и смогу всегда помочь каким-то инструментам и всем остальным. Вот. Поэтому пока что в ближайшую пятилетку я сильно крутых путешествий не планирую. Пока планирую строиться, а там посмотрим. Если бизнес заработает, ко мне поедет много путешественников, я на этом заработаю денег, буду на эти деньги путешествовать, ездить к вам в гости. В общем, ну, пока как-то так. Пока ближнее зарубежье и какие-то моменты. Так, про Шотландию. Так, Вадим Климов. Как работа двигателя после замены ГРМ? Ну, мы уже об этом говорили. После замены ГРМ офигенно. Вот просто офигенно при условии того, что я цепь ГРМ заменил на 77 тысячах, и до этого я туда не лазил. Ни клапана не регулировал, ничего. Я подробно об этом сегодня рассказал. Я сейчас очень доволен своим двигателем. Он стал острее реагировать, он стал более сбитым, он стал тише. Ну, как очень мне нравится. Я очень доволен этой заменой. Вот прям каждым рублем, вложенным в эту замену, и каждым
часом, проведенным в ковырянии мотоцикла, короче, я очень и очень доволен, очень доволен. Катушки свечей вышли без проблем. По поводу катушек свечей, кстати, вот мы сегодня не затрагивали эту тему. Я много видео смотрел и сам с этим сталкивался, что вот на первых супертенере у них какая-то шла вот эта фиготень с завода с катушками. Там одну катушку, то ли они не довтыкали ее, то ли что с ней было, ее там заливало, и она куксилась. Я вам сейчас расскажу, что делать. Есть специальный такой герметик, он в основном как силиконовая смазка, силиконовый герметик, он до конца не застывает никогда. Он используется на этих, на гидроциклах, на водной технике. В общем, вы когда свечники вставляете, обмазываете их и вставляете. Он все время в такой вот, как в жидких, в такой слизи, в соплях таких, и туда ни вода, ничего не попадает, там все четко. Поэтому свечники в прекрасном, ну, катушки, соответственно, в прекрасном состоянии у меня уже много лет, и все четко, все работает. Еще, кстати, по поводу свечей, должен сказать, что я когда купил этот мотоцикл, на нем стояли там НЖК, обычные свечи, я их сразу, ну как сразу, не сразу же, а первый раз, когда полез воздушный фильтр менять, там это было там 1020 пробега или 30, я уже сейчас не вспомню, у меня где-то записано, я заменил свечи на иридиевые. Я вообще на всех мотоциклах всегда меняю свечи на иридиевые, меня это научили еще старые корифеи и гуру японских мотоциклов. Объясню почему, потому что иридиевые свечи ставишь и забываешь про них минимум на 100 тысяч километров. И все, вот вкрутил и забыл. И вот сколько раз я их выкручиваю, они в прекрасном состоянии. Вот в этот раз мы их выкрутили, они уже видно, что старенькие, но смесь сгорает как надо, свечи чистенькие, все хорошо. Поэтому я езжу на иридиевых свечах вот уже больше 50 тысяч километров или там в районе 50 тысяч километров. Меня все устраивает. И катушки, и свечи в полном порядке. Илюха, давайте Максима отпускать, у него сейчас чай кончится и связки сядут. Ладно, спасибо за эфир на телефоне. Пойду, дети внимания требуют, жму руку. Всем спасибо за компанию. Илюха, тебе спасибо, у меня не чай, а кофе. Кончится, еще нальем. Но в любом случае, да, 2 часа прошло. Мы всегда в районе 2 часов заканчиваем нашу болтовню, потому что, да, у вас есть тоже свои дела, у меня есть свои дела. И это вообще круто, что вы подключаетесь, слушаете, мы обмениваемся мнениями. И мне бы очень хотелось, чтобы география людей, с которыми мы общаемся, делимся информацией, росла. И, возможно, мы друг к другу начнем в гости на стримы ходить. Это было бы очень круто. Вот, поэтому, Илюха, тебе пока, спасибо. Я тоже буду сейчас завершаться. Сергей пишет, спасибо за ответ. Будем посмотреть. До весны время есть. Да, Сергей, смотри, много мотоциклов достойных. Кстати, я на многих ребят в Украине подписан в Инстаграме. В основном там с Харьковской области ребята, а там сейчас они неплохой, по-моему, супертенери продают. Где-то у меня вылазил недавно, поэтому поищи, может быть, там тоже, там есть прям несколько ребят, которые гоняют на супертенере, тоже их любят, обожают, ходят, лелеют, поэтому стоит посмотреть. Но в любом случае мотоцикл надо брать из-под нормального хозяина, чтобы он был в хорошем состоянии. Так, Тарас Плюс, заслушался, залип. Спасибо, Тарас. Удачи, всем здоровья. Все, ребят, всем вам огромное спасибо. Спасибо за то, что поддерживаете, продолжаете. По поводу запчастей все рассказал. Мегазип, я пользуюсь ими, заказываю там. Раньше все брал с Луиса, сейчас с Луиса брать невыгодно, дорого. Вот. Соответственно, у нас вообще такой регион, что у нас в магазин, ну, можно пойти купить масло. И то не любое, матюль можно пойти купить. Вот, допустим, Эни у нас уже нигде не купишь, я его заказываю с Москвы. Ну, купишь, искать надо, вот. Ну, можно пойти хифловские фильтра купить, там, самые распространенные, вот на него там какой 320 или 230 фильтр какой там идет, вот на него есть. На DRZ, допустим, пойди найди еще фильтр, там, картридж этот не в каждом магазине у нас купишь, поэтому в основном мне проще все заказывать через интернет, и у меня еще характер такой прагматичный, мне очень редко что-то нужно бывает экстренно. Я обычно, вот видите, как вот у меня сальнички заранее заказаны, колодочки лежат, я все заранее заказываю, я же мотоциклист уже такой, не первый раз замужем, я примерно понимаю, когда у меня что сотрется, когда у меня что из строя выйдет,
И я примерно заранее все заказываю, и поэтому всегда там вот в ящичках где-нибудь что-нибудь лежит. Если мне не пригодится, приедет кто-нибудь в гости, кого-нибудь отремонтируем. В общем, по запчастям тема такая. Продолжаю гайки крутить своими руками. Вот сегодня перебрал рулевую, но есть у меня как бы определенные фобии. Фобии мотор. Мотор я не люблю, в мотор сам не лезу. Ну вот все, что внутри, там корзина, мотор, вот не хочу я туда сам лезть, поэтому есть, слава богу, друзья, опытные в этом направлении, профессионалы. Езжу к ним, обслуживаюсь у них. Но, опять же, мы с ним вдвоем разбирали мотор. Я тоже крутил гайки, все, чтобы научиться, чтобы посмотреть. А он руководил. Ну, и руководил, и, соответственно, самые там основные какие-то моменты по выставлению точек, по выставлению, по регулировке клапанов, соответственно, делал он, а я только смотрел, учился. Поэтому, друзья, всем спасибо, спасибо, что были со мной. В ближайшее время будет техническое видео, будет видео про путешествие на север. Доберусь, обязательно соберу видео про нашу встречу единомышленников на Кавказе. Надеюсь, в следующем году мы обязательно это повторим. Поэтому, друзья, путешествуйте, что я могу сказать. И всем добра, спасибо, что были со мной. Прощаюсь с вами, встретимся 1 ноября в 19:00 на моем канале. К этому моменту, надеюсь, какую-нибудь тему мы с вами родим интересную, которая будет полезна всем. Все, всем удачи, пока. Я помчал, рад был вас всех видеть. Надеюсь, это было взаимно. Все, ребята, удачи, я отключаюсь.